Здравствуйте, дорогие друзья. А, Я вижу, что у меня ВКонтакте опять не работает. Видимо, огромная нагрузка на рестриминговый сервис и вообще. Да, и наконец-то снова хочу рассказать про рыцарей, вернуться к этой теме. Очень рада видеть всех, кто присоединяется постепенно. Я, видите, тоже новомодными всякими примочками стала пользоваться. Начинать не прям сразу, а немножко, так сказать, проверить связь, там, раскидать ссылки и все прочее. Заранее извиняюсь за всю эту суету с мессенджерами, с всякими, как сказать, ресурсами в интернете, в которые пытаюсь научиться, ну, развиваться как-то во всех направлениях сразу. Вот, такие времена стали. Я думаю, что очень скоро все устаканится и все получится. И потом, когда ты сидишь в четырех стенах и медленно сходишь с ума, изнутри это не очень заметно и не видно. Проверка связи, как меня слышно, все ли хорошо. Надеюсь, ничего страшного, что ВКонтакте не запускается, мы переживем это. Еще раз всем привет! Вы на канале Sword Effect. Здесь мы смотрим рыцарские бои. Но не те, которые были в XIV веке, а те, которые происходят вот прямо в наше время. Это уже почти целый спорт. У нас есть свои звезды, легенды, мероприятия и прочее. Да, в наше время нужно учиться новому, прогрессивному и прочее. А, Почему возникла вообще мысль стрима в формате ликбеза, в котором я буду разжевывать какие-то, казалось бы, очевидные моим подписчикам вещи? Потому что в последнее время очень много людей присоединилось, в том числе благодаря моим стараниям там в пиаре и прочее, прочее, если это можно так назвать. И надо будет понемножку это все заново рассказывать и внедрять. Вот. Расскажите, все ли хорошо слышно, нет ли лишних каких-то лагов? Кодировщик перегружен, пишет мне ОБС, ну, будем надеяться, что не тормозит. Вот, расскажу я вам сегодня, друзья, что такое исторический средневековый бой. Еще раз расскажу, покажу, как мы соревнуемся, какие есть номинации, категории, ну и какие-то основные понятия, кто самый сильный, кит или паровоз и так далее, и какое оружие самое крутое. А, Первое, что я предлагаю посмотреть, это... Сейчас открою чат. Твича лагает, на ютубе нормально. Спасибо. Наверное, ну, можно там качество убавить в записи, надеюсь, все равно все будет хорошо. А, Здравствуйте еще раз. Ой, как здорово. Да, обсудим, кому что нравится. Первое, что я предлагаю посмотреть, это страничка в Википедии про исторический средневековый бой. Естественно, на других языках она тоже есть. Есть же. Вот. Вот, собственно, мы достигли того уровня, когда в Википедии что-то есть про рыцарей современных. Вернемся к русскому языку. Здесь мне хочется отметить, что статья устаревшая, в 2016 году она правилась последний раз, и многое из того, что здесь написано, уже не актуально. Например, список номинаций уже совсем другой. Но есть некоторые основные положения, такие как описание вообще, э, чем мы занимаемся. Автор страницы я, к сожалению, не знаю. Вероятно, это люди из штата предыдущего президента HMBI организации. Итак, исторический средневековый бой – это довольно молодой современный вид спорта. Все так, это по-прежнему так. Полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья. ИСБ – это сокращенно. Полноконтактное сражение на стальном незаточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Ничего не наврали, все так и есть. Удары наносятся в любые части тела с учетом ограничений, зафиксированных в правилах. Сегодня мы подробно залезем в правила и все это рассмотрим. Разрешены ударные борцовские приемы. Не во всех номинациях, но зависит от специфики. Вот. В принципе,
Ну и дальше, в отличие от показательных сражений, что такое показуха, мы все знаем. Бои идут в полный контакт, судятся маршалами, так называются судьи, да, имеющими специальную подготовку. То есть все вообще по-взрослому, как вы понимаете. Так, ну и, естественно, здесь не обошли вниманием чемпионат мира «Битва наций». Это квинтэссенция всего вообще, что делается в направлении этого вида спорта. Вот, можете залезть посмотреть. Вкладку закрываю. Насчет правок на Википедии, я думаю, что там уже какие-то правки предложены. И как раз сейчас организаторы «Битвы наций» и вообще все, кто у руля, так скажем, направления стоит, благо сейчас есть время все вот эти вот вещи поправить, довести до ума, все, до чего руки не доходили, так скажем. Так, у меня все работает или не работает? Работает. Вот. Кроме ВКонтакте. Идем дальше. Почему, ну, я уже говорила, почему я не делаю, например, смонтированный ролик, да, в котором было бы подробно разжевано, красивые какие-то заставки, инфографика, вот это вот такая номинация, это такая. Ну, потому что на это нужно много очень времени потратить. И, как я уже и говорила, такие видео есть, просто надо знать, где искать. А где искать, я вам вот как раз сейчас и подскажу. Все материалы, которыми я пользуюсь в своих стримах, они так или иначе откуда-то взяты. И вот я сейчас вам расскажу, откуда. Первый канал, на который хочется обратить внимание, это канал «Битва наций», официальный. Здесь все записи онлайн-трансляций, которые были в последний раз, когда проводилась «Битва наций» в 2019 году, это была юбилейная «Битва наций», крупнейший чемпионат вообще за всю историю десятилетнюю. Просто вот слов нет описать, насколько он был крут. Ну, действительно, свое звание оправдал. И вплоть до того, что на этом канале велась трансляция в 360 градусов. То есть все достижения человечества были. Видите, здесь есть и интервью с места событий, и какие-то пояснения, бэкстейджи закадровые, да, как отдыхают рыцари после боев. И, как видите, да, 360 градусов, здесь много всего. Здесь же включена трансляция на английском, на украинском, на русском, только вот китайского не вижу, наверное, он просто транслировался на свой интернет. Вот. Обязательно сюда зайдите, посмотрите. Я не буду отбирать хлеб у людей, которые делают монтаж лучше меня. И, собственно, вот. Я не являюсь каким-то там купленным сотрудником, который сейчас ненавязчиво так пиарит это все. Просто это действительно так. Это ведущий чемпионат, лучше которого в мире на данный момент нет. Вот это факт. Не без своих каких-то, естественно, там недостатков, но если кто-то сделал лучше, покажите мне его. Следующий канал. Канал непосредственно самой организации, курирующей средневековые бои во всем мире, это HMBIA Channel. Недостаток у канала, он обновлялся последний раз, как видите, 6 лет назад. То есть, ну, условно, его сейчас, он потерял актуальность, то есть на нем не ведутся прямые трансляции, здесь нет каких-то свежих, так скажем, записей. Но чем он хорош, чем примечателен, здесь в плейлистах можно найти сериал, посвященный «Битве наций», достаточно интересный, эпохальная такая работа, сделанная вот как раз 6 лет назад. В принципе, если посмотреть этот сериал целиком, у вас, наверное, не останется вопросов по «Битве наций». Вот. Здесь отражена история, и канал определенно интересен. Особенно тем, кто сейчас сражается,
бойцам, судьям и просто тем, кто любит поспоминать старые деньки. Рекомендую. Дальше канал Бугурт, Лига. Ведущие на данный момент структура также является частью всемирного вот этого вот бренда HMBA. Она курирует командные бои и ведет рейтинги бойцов, кубок чемпионов тоже в ее, так сказать, ведении. Называется Бугурт Прайм. Ну, кто в теме, тот слышал. И даже наверняка тот, кто не в теме, тот тоже что-то такое слышал. Так вот, это Лига чемпионов средневекового спорта в деле командных боев. Не понимаю, почему так мало подписчиков у этого канала. Отсюда же ведутся регулярно трансляции тематические. Здесь же недавно ребята запустили плейлист, основу, так скажем, да, этот гайд по Бугурт-лиге, что это такое, что нужно делать, как зарегистрировать команду, как вообще, что происходит. Гайд на русском языке с английскими субтитрами очень-очень рекомендую тоже всем. Ну, по крайней мере, у меня в закладках вот этот вот канал есть. Тоже некоторые ролики иногда оттуда беру, если мне хватает наглости, потому что смонтированы они потрясающие, конечно. Тут вообще вот самый лоск. Дальше. Организация WMFC. Одна из самых старейших организаций, которая имеет отношение к средневековым боям. Ее деятельность целиком охватывает профбои. Профбои — это такое ММА в доспехах. Это то, что мы чаще всего смотрим у меня на канале. Это, ну, на мой взгляд, один из самых зрелищных типов соревнований вообще вот в рыцарском спорте. Здесь у WMFC есть отдельная лига. Не то, что есть, они стали законодателем вообще этого процесса. Первыми взяли на вооружение схему с лигами, с рейтинговыми боями, контрактными боями, когда каждый боец как гладиатор, его представляют, он выходит под свою музыку, все мега пафосно и красиво, так как и должно быть вообще в нашем спорте. Это вот тоже эта организация является партнером HMBA, то есть в принципе такая вот часть большой империи зла для людей, которые любят друг дружку убить железными палками. Как видите, канал обновляется довольно часто, у него своя аудитория, здесь все не так официально, как на тех каналах, которые я только что показала. Здесь и шутки пошутят, и видеовызовы. Обязательно залезьте в плейлист с видеовызовами, как бойцы друг друга. Ну, в ММА это называется трэш-ток, у нас это немножко более так по-рыцарски. И, ну, не всегда. Кто во что гораст. В общем, как видите, спорт действительно молодой. Мы только пробуем идти по пути какого-то пиара, выхода на широкую публику и так далее. Все вот так вот. Друзья, пожалуйста, там маякните в чате, что у меня все хорошо, что меня слышно и трансляция вообще идет, потому что я пока что сама с собой говорю, и это трудновато. На вопросы я чуть-чуть позже отвечу после своего вот этого спича. Обязательно подпишитесь тоже на канал, здесь все вкусненькое. Здесь же все, что касается Кубка Динамо, тоже одного из старейших мероприятий в сфере средневековых боев. Ну, в общем, все эти каналы, как вы видите, друг друга дополняют. И почему я делаю упор на каналы? Потому что хотела вам рассказать, откуда беру материал для своих стримов. Ну, вы поняли, сюда тоже надо зайти, подписаться, там колокольчики и все такое. Ну и на меня любимую, конечно же. Так, и вот такой вот канал, немножко, ну, возможно, вам покажется необычным это, что здесь я не могу произнести название канала, но видите, что он востребован, канал этот. Это один из тоже самых старых
ресурсов, на которых копятся вообще все бои. То есть Юрий Валентинович Спиридонов, который этот канал основал и ведет его, проделывает огромную работу, чтобы создать вот архивную базу всех боев. И в основном этим каналом на него захаживают сами бойцы, чтобы пойти и посмотреть на свои ошибки в каждом конкретном бою. Потому что Юрий Валентинович заморачивается и подписывает каждый бой для каждого мероприятия. Он выясняет, какая фамилия была у бойца, которого он, например, может не знать, просто потому что их очень много. Он старается вести вот эту вот летопись фактически. Это самый-самый большой архив боев. И чаще всего я беру отсюда эти записи, чтобы вам показать самые крутые из них. Вот. Не поленитесь, подпишитесь на канал Юрия Валентиновича. Я думаю, что если вы этого не сделали, есть люди, которые только на него подписаны, и больше, в принципе, им хватает. Это бойцы в основном. Но чего здесь нету, так это прямых трансляций. Просто потому, что человек не может все охватить. Это человек довольно в возрасте, и надо дать ему должное. Он стремится технологии все эти осваивать, делает это очень успешно. Очень высокое качество съемки, начиная с самых-самых там древних, как видите, битв наций, еще до того, как на самой битве наций началась повсеместно внедряться прямая трансляция. Видите, первая битва наций, 2010 год, на Украине, здесь тоже есть. Вот так вот. Непременно зайдите и посмотрите. Вернемся к вопросам. Пока позакрываю канал лишний. Так, из-за чего решили проводить битву наций раз в 2 года, а не каждый год? Тем, кто вообще не в курсе, что такое битва наций, еще раз расскажу, это чемпионат мира по средневековым боям. Проводился он каждый год, начиная с 2010 и в прошлом 2019 году была юбилейная битва наций в Сербии. Вот, до этого она проводилась в разных странах в Европе. У истоков ее стояли 4 страны, которые, можно сказать, исповедовали вообще такое понятие, как средневековые бои. То есть те, кто стали законодателями этого движения во всем мире. Почему решили проводить раз в 2 года? Ну, я не буду тут шутить, что организаторы предугадали, да, коронавирусную вот эту напасть и подстраховались. Нет, было решено повысить ценность этого чемпионата таким образом, чтобы подготовка к нему шла не год, а 2. Вот. Олимпиады, как вы знаете, проводятся раз в 4 года, а битва наций — это такая олимпиада для современных рыцарей. И не исключено, что когда-нибудь там в будущем она перейдет и на 4-годичный цикл, почему бы нет. Мероприятие ничуть не хуже, чем Олимпиада. В нем участвуют вот на данный момент более 40 стран. Вот, и вызывает оно ажиотаж, которого оно, в принципе, и достойно. А я тут сижу и болтаю об этом всем просто за тем, что очень хочется всему миру рассказать и донести до тех, кто еще не в курсе, что есть такое мероприятие и такой спорт. Хочется сказать, что же вы сидите, давайте уже скорее занимайтесь этим или идите болеть, развешивайте дома плакаты любимых героев и вообще. Вот. Да, есть что пересматривать, благо 2019 год записан полностью. Так, дальше вопрос читаю. Кто стоит у истоков исторического средневекового боя? Нынешний президент, ну не какой-то француз, а Эдуард М. Это второй президент вообще в истории битвы наций, HMBIA. Хочу открыть секрет, что организация HMBIA была учреждена после того, как битва наций как жанр вообще появилась. То есть она стала следствием появления такого чемпионата. У истоков стояли 4 страны: Польша, Россия, Украина и Беларусь.
Вот. На первом чемпионате мира участвовали 4 страны. На 10-м чемпионате мира участвовало более 40 стран. Ну, чувствуете, да, интерес во всем мире, он довольно высокими темпами растет, учитывая, что чемпионат проводился раз в год. А, Вот. И первый президент был украинец. Вот. До сих пор принимает активное участие в жизни HMBI Антон Трубников. Сейчас, да, президент у нас француз, хотя бы потому, что это очень активный человек, который активное участие принимал в жизни движения у себя в стране. Он стоял у истоков французской лиги, то есть сейчас уровень спорта дошел до того, что в каждой стране есть свои рейтинги, свои лиги, свои там чемпионы, и все, ну, как бы педантично следят за их там перестановками и все такое. На самом деле это дико интересно. Дальше. Кто первый решил делать видеовызовы? Внезапно появились. Первый решил делать видеовызовы. Дайте-ка вспомнить. Ну, на моей памяти это был Артем Саванович. Вот первый видеовызов, который лично я увидела, это был Артем Саванович. Возможно, что я ошибаюсь, и это мог быть Миша Маргулис и Виталий Грызлов. Там у них регулярно была такая заруба в интернете. И это были не трэш-толки, а очень классные ролики, по-доброму так они были оформлены, да и до сих пор так. То есть нет какой-то злости, чего-то там, а скорее такое приятное дополнение, и чтобы улыбнуться перед серьезным суровым боем. Просто видеовызовы как жанр, они зашли, всем понравились, почему бы не продолжать это? Это несложно совершенно и открывает бойцов с новых каких-то граней. Так. Артем Саванович делал видеовызов для Саши Надеждина. Мне кажется, это чуть-чуть пораньше было. Для СБ нужно очень много здоровья. Ну, как и для любого спорта, естественно. Мы же сейчас рассматриваем исторический средневековый бой в контексте спорта, поэтому, конечно, это, ну, это уже не просто хобби, это будет банально сказать, но образ жизни. Скажем так, если у нас взять топового, не знаю, боксера там, или лыжника и топового бугуртсмена или поединщика от ИСБ, боксер, скорее всего, ну, тратит время на подготовку, и он, ну, не живет этим. Наши реалии таковы, что мы можем приехать на мероприятие и не обязательно совсем там сражаться, просто едем за атмосферой, за фестивальным духом. Это все потому, что в аббревиатуре ИСБ есть слово «исторический». Все выросло изначально из вот таких вот сборищ, фестивалей, где люди хотели не просто как-то реконструировать образ рыцаря, а и проверить себя на прочность, проверить свой доспех. Ну, вы понимаете, как это бывает. Вызов от меня. Спасибо за комплимент, но на мой вкус это было ужасно с моей стороны. Было неожиданно просто. Произошло тоже в процессе прямой трансляции. К пятерке самых сильных стран ВСБ мы вернемся. Причем это будет не моя пятерка, а факты. Так, с этим вроде бы разобрались. Хочу еще сказать, что я как стример стараюсь с уважением относиться ко всем источникам своих источникам материалов, которые я беру для своих стримов. И, естественно, если у кого-то там были сомнения, нет, я не без спроса беру их, а заключаем соглашения, устные, письменные, если нужно, лицензии и прочее. Естественно, все как в лучших домах. Привет еще раз всем, кто присоединился. Очень приятно вас видеть. Сейчас будем переходить к самому интересному. Возвращаясь к тому, почему вообще возникла идея ликбеза,
э, какого-то, так сказать, разъяснительного ролика про все в историческом средневековом бое. Я сначала долго думала, в каком формате его делать, нужно ли это качать там отдельные ролики для каждой номинации, чтобы показать вам вот здесь вот сражаются на полуторных мечах там и так далее. Но потом пришла к тому, что можно просто взять отличный ролик на эту тему и немножко его разобрать, поскольку он длится там чуть меньше 2 минут, мы просто будем останавливаться, и я буду вам разъяснять всякие штуки. Нам для этого понадобятся правила, они у меня под рукой. Я вам сейчас вот поясню, где их найти, эти правила. Можете вместе со мной их открывать. Если нет, то заглядывайте. Так, вот сайт Битва наций. Можете обратить внимание. Он действующий, но не без недостатков. Я так хочу пояснить, почему все так. Дело в том, что наш вид спорта, он еще не официальный. Это мы к нему относимся по-серьезному, да, а во всем мире пока еще больше половины людей к нашему ужасу не знают о таком прекрасном занятии, как исторический средневековый бой. Вот, поэтому в основном все, что делается в плане развития ИСБ, оно делается энтузиастами. И, ну, то есть ничего удивительного в том, что до чего-то просто элементарно не доходят руки. Это сейчас в условиях там нашей чумы 21 века сейчас появилось время, наконец-то, людям, которые просто безостановочно занимались организацией мероприятий на тему рыцарского спорта, наконец у них появилось время вот эти все хвосты подтянуть, все это подчистить, и в скором времени, я думаю, сайт заиграет новыми красками, будет обновляться. Сохраните его к себе в любом случае в закладке, он никуда не денется, он будет актуален. Здесь есть списки национальных команд. Они, насколько я знаю, давно не обновлялась их актуальность, но ничего, как я уже сказала, в скором времени, я думаю, все наладится. Здесь же есть правила на русском и английском языке. Можно попробовать открыть эту закладку. Прогружается не очень бодро. Не знаю, может быть, у меня названия нету. Ой. В общем, где-то здесь один из способов их получить. Так, есть вероятность, что сайт на реконструкции. И сейчас я могу вам из первых рук сказать, что все правила и все регламенты заново вычищаются, допиливаются, и вот это вот в скором времени здесь они появятся в обновленном, свежем, прекрасном, пахнущем виде. Сайт запомнили, сохранили себе. Еще один классный сайт, он точно жив, он точно обновляется. Сайт Бугуртлиги, bugurtglobal.com. Здесь практически социальная сеть для бугуртсменов, тех, кто участвует в командах. Вот здесь вот можно их как раз найти. Например, вот команды. Ищем, ну, Катюша, допустим. Да, давай. Нет, что-то не так. Я, наверное, неправильно писала. Нет, правильно. Нет, не хватило одной буковки. Света, мой капитан, меня задушит за это. Вот, заходим, нашли свою любимую команду, заходим в ее описание, видим ее герб, ее превью, так сказать. Вот они, бойцы, весь списочек здесь. Где-то я здесь на третьей строчке. Строчки ничего не значат, это просто алфавитная последовательность. Здесь у нас краткое описание каждого бойца. Если, например, зайти в мою страничку, здесь можно увидеть ссылки на соцсети, мою прекрасную фотографию, о господи, возраст и все остальное. Вот. Также можно увидеть, в каких мероприятиях команда выступала. Мы, как вы помните, в этом сезоне в Обереге
не сражались, поэтому у нас здесь пусто. Но вот так вот сайт работает хорошо, достаточно все понятно и интуитивно. И самое главное, здесь можно найти правила. То есть еще один ресурс, на котором правила есть. Все, ну, по крайней мере, те, которые Бугурт Лига сочла актуальными для себя. То есть здесь массовые бои 12 на 12, всякие регламенты, полезные, в общем, полезная информация и прочее. Я сейчас не буду на все подряд кликать, но вы поняли, зачем я буду у вас забирать это удовольствие. И хочется показать, да, приложение. Я буржуй, я его купила. Почему бы нет? Могу себе позволить. Вот оно, это приложение. Ага. Хромакей его съел. Короче говоря, приложение Юдекс, в котором все эти правила и все прочее, они есть. Не знаю, что будет видно, нет? Нифига не видно. Нет. Ну ладно, неважно. Я им пользуюсь. Ну и, конечно же, храню у сердца все правила. Они у меня записаны на жестком диске во всех моих облачных хранилищах, чтобы я в любой момент могла взять их и посмотреть. Вот. Особенно, когда меня спрашивают, вот прям сейчас срочно нужны параметры по счетам, давай скорее. Я тут же за 5 секунд могу их легко найти. Вот. Я думаю, что каждый маршал, судья, боец, капитан команды должен завести такую папочку с правилами. Еще раз всем привет, кто пришел. Мы сегодня подробно разбираем прям до косточек общее положение средневекового боя, все номинации и прочее, прочее. Сейчас напишу название приложения. Дело в том, что приложение платное, и меня ругают за якобы его там рекламу. Ну, в смысле, что я где-то там на ставке у его создателей и непременно имею с этого процент. Нет, просто это определенный труд. Давайте я напишу с маленькой буквы, потому что первая буква будет I. Вот. Так, вроде все получилось. Вот. Но помимо приложения я вам показала, где еще можно поискать регламенты и правила, ну, либо дождаться момента, когда на официальных ресурсах, таких как Доблесть веков, WMFC, HMBI, в Фейсбуке, ВКонтакте, когда прям крупными буквами нас всех ткнут носом, что вот здесь вот правила лежат, они актуальны, они новые, берите и пользуйтесь. Сейчас просто все в стадии доработки, я, видите, какое не очень удачное время нашла. Ну, очень уж соскучилась я по боям, и захотелось мне вот сегодня их посмотреть. Так, сейчас еще немножко, и мы перейдем непосредственно к сражениям. Да? Это я свет выставляю в процессе. Почему не кодекс HMBI? Потому что кодекс понятие для... Есть у нас кодекс. Это кодекс маршальский, кодекс хорошего тона. Не поведения, а всяких штук, которые бы неплохо знать каждому судье. Там, как сказать, я не знаю, есть ли подобные кодексы у судей официальных видов спорта. Мне кажется, они должны быть у каждого. Это как клятва Гиппократа для маршалов исторического средневекового боя. То есть там оговорено, ну, примерные, как сказать, моральные неписанные правила. Вот есть такая вещь, как неписанные правила, вот там они записаны. Юдекс это с латинского, насколько я знаю, судья. Да, ассоциации, конечно, занятные могут быть, но что поделать. А кому сейчас легко?
Авторство названия, я думаю, что принадлежит нашему маршалу-супервайзеру Сергею Евгеньевичу Месищеву. Можете у него поинтересоваться, почему такое. Так. Ну что, идем дальше? Я просто сейчас быстренько пробегусь по комментариям. Волочкова в любом месте пытается упасть на шпагат. Это вы к тому, что я в любом месте пытаюсь кого-нибудь ударить шестопером? Еще раз всем привет. Сейчас мы будем переходить уже непосредственно к списку номинаций. Прежде чем это сделать, я у себя открыла всякие важные штуковины, такие как правила и прочее, прочее, прочее. Так вот, когда я задумала сделать стрим ликбез, то обнаружила, что идея-то, собственно, не нова. Естественно, есть такие материалы, которые преследуют ту же цель, немножко рассказать обо всех номинациях. Я, в принципе, сейчас так возьму, открою это видео, и мы с вами последовательно посмотрим. Вы можете это же видео посмотреть на канале Битвы наций, Battle of the Nations. Вот. Но вот здесь вот сейчас мы его посмотрим с моими комментариями, подробным разъяснением правил и прочее, прочее. Шестопер, да, одно из моих любимых оружий. Видеоролик очень классный. Я, пожалуй, приберу звук на всякий случай, чтобы меня там где-нибудь YouTube не заблочил. Потому что музыка в нем тоже классная. Идет небольшая презентация вообще того, что происходит на юбилейном чемпионате мира. У меня подлагивает комп, но это ничего, потому что нам как раз стоп-кадры и понадобятся. Довольно большая работа проведена. Вот, остановимся на этом. Первый блок номинаций, с чего начали создатели ролика, это дуэльные категории. Иными словами, это те номинации, в которых сражаются 1 на 1. Они же поединки, они же дуэли, они же... А все, у меня кончились синонимы. Ну, неважно. Первая такая номинация меч Баклер. Так она и называется. Редко когда Баклер меч. Общепринято вот именно такое название. Здесь сражаются до победы в 2 раундах. В каждом из раундов победа достигается 5 попаданиями по сопернику. То есть судьи стоят по периметру. Судейство диагональное, то есть 2 судьи напротив друг друга на углах судят попадание в конкретного бойца. И 2 других судьи тоже судят попадание в конкретного бойца. Есть у нас гофмаршал, который отслеживает общий ход поединка. И он смотрит за сигналами также боковых судей. Боковые судьи, так называемое закрытие счета, обозначают поднятием рук. Закрыть счет это значит, что по вашему бойцу, которого вы считаете, по нему нанесены 5 результативных ударов. Теперь залезаем в правила. Видите, это моя папочка. Она у меня прямо у сердца лежит. Так. Меч Баклер. Правила тоже давно не обновлялись, но ничего, это дело наживное. В принципе, существенно ничего в них не поменялось. С каких-то древних пор. Ну, здесь все стандартно. Область поражения, размер аресталища, ведется подсчет очков. В принципе, ничего сложного. В случае равного счета после 3 сходов назначается 4-й сход. Почему я сказала до победы в 2 раундах? Потому что, как правило, в угоду таймингу 3-й раунд при 2 бойца, 3-й раунд просто не проводит. Ну, там, по желанию. Поэтому победа в 3 возможных, ее достаточно.
Ну, что еще здесь можно сказать про меч Баклер? Это номинация, она, пожалуй, самая филигранная из всех. Здесь требуется очень высокая скорость владения собой, владения клинком и щитом, потому что щит вот этот, он хоть и маленький, но им тоже можно бить плоскостью, ошеломляя соперника своей наглостью. Вот. И здесь, как правило, скорость нанесения ударов и вообще скорость, темп, динамика поединка, она выше, чем где-либо, потому что оба бойца стремятся как можно быстрее набить очки по сопернику. Здесь ничего неожиданного нет, в область поражения не входят стопы, кисти входят, а стопы нет. Вот такая вот штука. Естественно, пах, затылок, открытое лицо. Не открытое лицо, а область. Короче говоря, не надо туда лишний раз ничего пихать. Вот. И одним из недавних, насколько я знаю, нововведений стало не направлять клинок прямо вот сопернику в лицо. У нас многие бойцы так любят делать, ну, чтобы держать на дистанции соперников, и это довольно опасно. Просто соперник может в какой-то момент пойти. Вот. Привет еще раз. Здравствуйте, Сергей Витальевич. Про каналы неофициальные, которые вот мы сейчас в начале моего ролика поговорили об официальных, я еще вам расскажу про неофициальные и про канал Сергея Витальевича в том числе. Так вот, меч Баклер это одна из, на мой вкус, самых красивых категорий. Здесь у нас все очень быстро, красиво. Есть такой миф, бытует мнение, что вообще дуэли это неинтересно, что их смотреть значительно более скучно, чем, например, 5 на 5 или массовые зарубы, когда гигей, там, стальной строй на стальной строй, вот это, типа, я понимаю, вот это брутально и круто. Нет, если вы начинаете потихоньку разбираться в средневековых боях, то смотреть поединки невероятно интересно и разбирать на фразы каждое действие каждого бойца, особенно если это боец высокого какого-то эшелона, высокого технического мастерства, то я не знаю, как можно не любить поединки. Мне кажется, это одно из самых вот одна из визитных карточек исторических средневековых боев. Ну, кто в теме, в комментариях можете, да, новичкам объяснить, кто такой Сергей Витальевич и надо ли кланяться. Я думаю, кланяться не обязательно, а вот 2 раза ку, почему бы нет, особенно если у вас штаны какого-нибудь не того цвета. Вот, про меч Баклер. Ну, что еще важный момент, если в бою, например, вы там споткнулись, упали без даже воздействия соперника, это будет считаться проигрышем в раунде. Или, дайте-ка вспомнить, это будет минус вам 3 очка, плюс 3 очка сопернику, соответственно, ему останется всего лишь 2 раза по вам стукнуть, и вы проиграете в раунде. Так что падать, спотыкаться не надо, как я когда-то. Жду вопросов по мечу Баклеру и двинемся дальше. Красиво. Мы не просто двинемся дальше. Пока готовьте вопросы, мы отследим, кто у нас самый крутой баклерист мира. Меч Баклер. Среди мужчин первая ракетка, первый баклер мира Илья Иванов, Россия. Второй в этой категории Григорий Чеплоуцкий, Украина. Третьим стал на юбилейной битве наций Богумил Машничак. Масницак, вам как больше нравится. Мы говорим через «ш». Англичанин по происхождению, словак. У женщин первая в мече Баклере Мария Давыдова, тоже Россия. Второй стал на последней битве нации Александра Солощенко, единственная представительница Казахстана, которая смогла доехать в прошлом году до чемпионата мира. Третий стал Александр Сокольских, Украина. Ну, как видите, вот Россия и Украина вот довольно часто начинают встречаться. Хочу пояснить, как происходит отбор в конкретную категорию в каждой стране. В принципе, выбирается 3 поединщика, если, конечно, они у вас есть.
И ответственный за дуэльное направление в каждой конкретной стране у нас это Сергей Витальевич. Он назначает каждому из этих поединщиков профильную номинацию. Ну, собственно, вот Илья Иванов был от России и Мария Давыдова в прошлом году. Надеюсь, я вас не очень запутала, просто я могу бесконечно об этом рассказывать и все время могу забывать какие-то очевидные вещи рассказать. Вот, вы меня поправляйте, спрашивайте в комментариях, что я еще не рассказала, и я обязательно разжую. Немало ли раунд до 5 очков? Хочу сказать, что до 2017 года было вообще 3 очка в раунде. То есть это было бои происходили еще быстрее, и да, мастерству не было времени развернуться даже. Потом было принято решение, в том числе с помощью топовых поединщиков мира. Такой был тайный скайп, тайная конференция, на которой было решено все-таки повысить количество очков для победы в раунде до 5. И, в принципе, на мой взгляд, этого более чем достаточно. Обоюдки. Здесь, в принципе, пока один из бойцов не наберет 5 баллов, бой, раунд, он не разводится. Поэтому понятия обоюдка нету, пока не начинается там спорный какой-то раунд до одного удара. И в этом случае бой, если он равный, допустим, там равный счет по раундам 1-1, и третий раунд никак не могут решить, кому он достанется, и уже назначен четвертый. И если в четвертом раунде ничего не решилось за там отведенное эффективное время, то в пятом раунде уже будет бой вестись до одного результативного безответного попадания. Поэтому обоюдок в этом случае быть не должно, то есть их не считают. А в процессе самой зарубы, когда еще можно набрать и там, конечно, они считаются просто судьями по отдельности, по каждому бойцу. Вот. Понятия afterblue нету. Ну, надеюсь, с этим все понятно. Правила Баклера закрываем и идем дальше. Закрываем правила Баклера. А вот сейчас как раз у нас на экранах боец из Австрии, по-моему. Или это не он? Похож на него. Переходим к следующей категории. Щит-меч. Вот, кстати, о восточных комплектах у нас на экранах. Я извиняюсь, стоп-кадры не очень, так сказать, иллюстративные. Они выдернуты из большого классного промо-ролика. Здесь у нас Богдан Сбитнев, представитель сборной Кыргызстана, тоже единственный пока что в своем роде. Сражается он против, кажется, австралийца, судя по налатнику. Вот. И как раз Богдан большой поклонник восточных комплектов. Уж где-где, а в поединках точно не страшно их надевать. Вот Сергей Витальевич поправляет, что сражаются до преимущества в 2 очка. Ну, я судила последний раз, когда же это было-то? Наверное, Энгард. И там нередки были добой до просто одного попадания, потому что иногда настолько равные поединки идут. В Востоке ли бегает Максим Юн? А вот это вы можете спросить у него, потому что у меня тоже некоторое недоумение. Макс бегает с саблей, но при этом, насколько я могу судить, комплект его уже полностью трансформировался в Европу. Вот. Макс Юн тоже завел свой канал, вы можете активно комментировать его видео и там его мучить вопросами. Как хорошо, что мы живем во все вот это вот прекрасное время, когда можно так сделать. Щит-меч. Бой длится. Открываем регламенты.
Немножко подлагивает, я прошу прощения за это. Опять же, здесь все рассказывают про рекомендованные размеры ресталища и прочее. Длится он 1,5 минуты. За каждое акцентированное попадание в область поражения присуждается 1 очко. Но, как видите, здесь у нас не по раундам, не по да, идет не до 5, неограниченное, короче говоря, количество очков. Счет он сквозной на все 1,5 минуты. И судьи, опять же, считают по диагоналям. То есть судейство на каждом углу, как видите, вот здесь сейчас 1, 2, 3, 4 судьи стоят по углам ресталища. И, вероятно, вот Сергей Вараев со своей коллегой из другой страны считает у нас одного из бойцов. Вот они вместе сигнализируют друг другу, что-то подсказывают. Если один не увидел со своей точки зрения, своего угла, точнее, какого-то удара, то ему на помощь приходит коллега. Все это происходит прямо в процессе. Очень важна, то есть вот эта вот связь между двумя судьями. И после вот этих 1,5 минут, отведенных на раунд щит-меч, у нас уже они подводят итог, совещаются между собой. То же самое делают судьи, которые считали другого бойца, и все они вместе выносят свой счет, вот эти цифры приносят судье гофмаршалу, который и объявляет потом победителя. Если в течение 1,5 минут бойцы набили примерно равное количество очков, вот как Сергей Витальевич сказал, разрывов 2 очка, например, хотя бы, то назначается дополнительный раунд длиной 30 секунд. Подлагивает звук, прошу прощения. Это все потому, что я послушала Леху и сделала разрешение в 1020p. Что еще хочется сказать про щит-меч? Давайте уже обратимся к инфографике касательно допусков щитов. Щиты. Примерно, да, вот на этой картинке для самых маленьких мы можем увидеть, какого размера может быть щит для щит-меч номинации. То есть вот таких в ширину, в длину, в диагональ щиты не измеряются. Гербовый щит, вот стандарты для щита меча примерно такой. Те, кто использует восточные комплекты, чаще всего выходят с круглыми щитами. Так, и была у меня еще картинка про щиты, более подробная. Да, PDF-ки, конечно, был не лучший выбор. Ну, давай. Ну, ты сможешь. Гробики запрещены, да. Ну, ничего. Вот они, параметры для меч-баклер актуальный вот здесь. То есть диаметр баклера не должен быть больше 35 сантиметров. Иначе это у вас не баклер получается, а уже прям полноценная крышечка от кастрюли. И что еще важно, цельнометаллический щит, да, вот если представить себе щиты с металлической оковкой или целиком из железа, может быть цельнометаллическим только баклер. Вот такая вот дискриминация. Ну и здесь более наглядно размеры гербовых щитов и круглых щитов для номинации щит-меч. Вот. Тут же я вам сейчас... нет, я после 1,5 открою техтабличку по клинковому оружию. Ну, про щит-меч, я думаю, все понятно. Это самая старая, самая классическая из всех номинаций. То, с чего вообще начиналась, наверное, дуэльная история исторических средневековых боев. Вот. Баклеры пришли позже, полуторные мечи пришли позже. Изначально у энтузиаста, который решил подраться со своим товарищем на мечах, был меч и щит. В лучшем случае кольчуга.
Тут давайте пока вопросы по конкретно этой ветке, а мы пока посмотрим, кто у нас там чемпионы в щите мяче. Опираемся на последние 2 года. Щит-меч. В прошлом году чемпионом стал Алексей Петрик, Россия. 2 место занял Мартин Вашкелес, Польша. И 3 место Лукаш Коваль, Великобритания. Я думаю, понятно, почему не все 3 первых места России, потому что в каждой вот из этих вот категорий щит-меч, меч-баклер и полуторный меч только по одному представителю от одной страны. Опять же у нас здесь Россия, Великобритания, которые уже мелькали в призерах. Среди женщин Алина Лапо, Россия. Алина, хочется сказать, одна из самых юных чемпионок мира, наряду с... Да, в принципе, что, у нас их 2. Алина Лапо и Настя Ергина. Настя в массовых боях, Алина в поединках. Очень талантливая девушка, и любопытно, как ее дальнейший путь сложится, учитывая возраст и все вот эти метания. Если получится сохранить этот задор и чемпионство удержать, это будет очень круто. Алина, воспитанница Галины Кахвака, небезызвестной все... Я не знаю, наверное, те, кто не слышал про исторические бои, слышали про Галину в любом случае. Это женщина, которая не просто фотографируется с мечом, она лучшая поединщица мира, не побежденная, так скажем, никем еще. Вот. И в прошлом году она не участвовала, а выставила свою ученицу. Вот. И ученица ее так играючи взяла и стала чемпионкой мира. Алина только-только ей исполнилось 18 лет, а по правилам исторических средневековых боев к боям в доспехах допущены только совершеннолетние. Соответственно, по законодательству страны. В нашем случае это 18 лет, да. Как только стало это возможно, Алина тоже запрыгнула в доспехи и пошла побеждать всех и вся. Второй в этой категории стала Агнешка Ласота, если я правильно произношу, Польша. Тоже видите тенденции? Ага. И, кстати говоря, точно такая же картина была в 2018 году на 9-й битве наций. Вот те же самые имена. Можно попробовать уже их запоминать. Почему бы нет? Это ведущие фехтовальщики вообще всего. И в 2018 году, видите, вот да, была еще Галина, она просто подготовила себе замечательную смену. Спасибо за подписку. Да, я, кстати, забываю все время сказать, у меня есть возможность меня поддержать как-то рублем, там, не знаю, чем угодно, тенге. Вот, кликайте по ссылке в описании на донат. Можно даже что-нибудь сказать прямо в прямом эфире. Никто этого еще ни разу не пробовал делать. Вот. И не забывайте подписываться, репостить и рассказывать всем, чем мы тут занимаемся. А то иначе как они узнают об этом. Так, и да, что интересно, на последней битве наций 3-е место в щите мече заняла представительница Германии Мелани Грасс, а до нее в 2018 году в щит-меч 3-й стала Денис Топфер, ее сокомандница, подруга. В общем, вместе они тренируются и дружат, и все на свете. Обе отличные фехтовальщицы, они, помимо этого, они сражаются в 5 на 5, то есть это бойцы-универсалы. Мелани сразилась тут в щите меча и пошла нагибать в 5 на 5 там, в том же чемпионате. Вот. Ну, расстановка сил ясна. Польша, Россия, Германия хороши в щите мече. Если вопросов нет, идем дальше по нашему прекрасному ролику. Полуторный меч. Особенно хочется заострить внимание на нем. Это прекрасная номинация, я ее очень люблю. Здесь можно сильно врезать. И хороша она тем, что для полуторного меча до сих пор нет какой-то сложившейся школы.
То есть, например, Сергей Витальевич почитает наработки из Хема. Кто-то берет все, что ему известно из фехтбухов про там Цвайхандер, например, и пробует вот в этом стиле как-то сражаться. Кто-то... Меня много спрашивают, можно ли лезвие трогать рукой в полуторном мече, и там как старый добрый Геральт из Ривии что-то такое необычное им творить. В принципе, на какой-то короткий момент времени вы можете прислонить руку к своему лезвию, но зачем? Колющие удары у нас все равно запрещены. И в этот момент, пока вы будете чудеса фехтования пытаться изобретать, вам соперник просто накидает результативных ударов в голову или в корпус. Да, поединок на полуторных мечах длится тоже 1,5 минуты, как и в щит-мече. Вот. Но здесь есть существенное отличие. Помимо того, что нет щита, немножко по-другому считаются удары клинком. Засчитываются, по-особому оцениваются попадания в голову и в корпус. Они приносят 2 очка, а не 1, как в щите-мече. То есть сделано это, опять же, на том скайпе волшебном. До этого, до 2017 года, то есть бои шли на полуторном мече, как и в щит-мече. Каждое попадание приносило 1 очко, но пересмотрена была концепция правил. И в 2017 году уже бои шли по обновленным правилам. Это было сделано для того, чтобы бои на полуторном мече не превращались в некрасивое такое зрелище, когда оба бойца набивают удары часто-часто по ногам. Про вес и параметры клинкового вооружения я вам еще немножко попозже скажу в картинках. Вот. Полуторный меч. Не сказать, что по динамике сильно уступает там щиту-мечу или мечу-баклеру. Современные, как сказать, бойцы, чемпионы, они показывают очень высокие скорости на полуторном мече, но особенность фехтования именно вот этим снарядом такова, что здесь просто необходимо подключать корпус к удару. И, естественно, каждый удар за счет этого он чуть дольше, чем в щит-меч или в меч-баклер. Вот. Но бои, конечно, от этого ничуть не страдают. Все очень красиво, классно. Хотя бы потому, что здесь меч является и оружием, и защитой. То есть, если у тебя клинок где-то в одном месте, то в другом месте ты лишился защиты, и надо скорее его туда возвращать. За счет этого очень интересные тактические какие-то наработки у каждого бойца свои. Я, например, люблю бить с разворота, когда полуторный меч застревает в сопернике, грубо говоря. Ну, просто какая-то нерезультативная атака, неперспективный клинч. Вот мы сошлись, и, на мой взгляд, лучший способ выйти оттуда просто с разворотом. Еще и врезать можно. И, как ни странно, у меня даже получается. Попадания в кулак здесь засчитываются, да. Так, что еще про полуторный меч не сказала? Забыла. В общем, одна из моих любимых категорий, тоже представлена и как для женщин, так и для мужчин. Посмотрим, кто у нас чемпионы в этой категории, и перейдем к параметрам вооружения. Так. Полутор. Он же длинный меч. То есть вы могли заметить, что в английской транскрипции он называется long sword. Здесь у нас Сергей Витальевич Уколов. Первое место в прошлом году занял, как и в позапрошлом, как и всегда, в общем. Второе место Александр Василинич, Украина. Третье место Владимир Максименко, он же Хартман, Латвия. Вот внезапно Латвия, да? У женщины это Анастасия Мещерякова, талантливейшая поединщица России. Она же сейчас стала, кстати, капитаном новообразованной команды, клубной команды клуба Берн, женской.
И, в общем, таким образом вы можете сделать вывод, что Настя боец-универсал. У нее все хорошо получается, чего бы она ни делала. Ольга Гробовская, ровно то же самое могу сказать про эту спортсменку из Украины. Она хороша и в одиночных боях, и в массовых, и вообще за любой кипиш. А, И вот незнакомое мне фамилия и имя Сигрид Карлсон, Швеция. Не видела боев этой девушки, то есть подробно не смотрела. Надо будет ознакомиться, если... Ну, как видите, да, имеет смысл все-таки выбиваться в призеры где-то там на чемпионате мира, хотя бы потому, что ты становишься объектом интереса. Вот. Но в позапрошлом году, в 2018, сохраняется у нас похожая ситуация у девушек, только третье место было за польской спортсменкой Малгоржата Жиблинская. Да, мне тоже эти фамилии прямо очень приятно произносить, хотя бы потому, что игра наша ролевая по гуситам отменилась, а тяга осталась. Александр Васильевич поменялся с Кшиштофом Жатецкий. В общем, здесь у нас была Россия, Украина, Польша и немножко Швеции. Вот такая картина. Можете еще раз посмотреть на вот это все. Все первые места за Россией, вторые, третьи места много Польши, много Украины, в равной степени хороша Великобритания и Германия, и немножко Казахстана, Нидерландов, так, и Швеции. И Латвия, конечно. Вова молодец. Что у нас по параметрам? Обещала параметры. Самая свежая техтабличка, которую я смогла раздобыть, это вот на английском языке. Смотрим. Одноручное оружие. Немножко похоже на какой-то спек для ММО-РПГ. Но нет, это все происходит у нас в реале. Мы действительно сражаемся на мечах, на полуторах, на топорах и прочем. Одноручное оружие весом 1300-1700 грамм. То есть не 5 пудов, как нам рассказывают где-то на диких каких-то пабликах. Дальше. Общая длина одноручного оружия от 72 до 100 сантиметров. В принципе, ну, сейчас скажу, сколько это. Да. Это вот вы можете вытянуть руку и противоположное плечо, длина до противоположного плеча, это общая длина одноручного оружия максимальная. Вот так вот. Длина лезвия здесь отдельно описана, можете ознакомиться. Длина рукояти тоже отдельно прописана. В принципе, вроде бы ничего не менялось в этом плане. Длинный меч, он же полуторный меч, весом от верхнего порога для одноручного. То есть начинается он от 1700 грамм до 2300. Длина его как раз и нижний порог это предел длины для одноручного от 100 сантиметров до 140. Ну, как правило, лучше всего получается орудовать полуторным мечом, который прямо вот по нижнему порогу сконструирован. Тогда получаются удары быстрее, и их же удобно наносить одной рукой. То есть в полуторном мече еще можно бить одной рукой, и если удар хороший, то это принесет 1 очко, даже в 2-очковую зону. Вот забыла такой момент уточнить. Бить одной рукой им можно, но удар должен быть хороший, крепкий и в человека. Длина лезвия, длина рукояти. Слабо себе представляю полуторный меч длиной, чья рукоять длиной с локоть просто, вот это 40 сантиметров. Но наверняка такие тоже есть. Наверняка есть спортсмены, которые делают ставку на здоровенный двуруч, которым можно втащить так, что соперник не встанет.
Я такого не видела лично, но люди говорят. Так, и двуручное оружие. Оно здесь обозначено, но встречается в природе у нас крайне редко. В основном в бугуртах, если говорить там о гранд-фэшонах и прочем, прочем, прочем. Как определяется хороший удар? Это уже интересный вопрос, и все, так сказать, следует полагаться на мастерство и опыт маршалов, судей боев, которые могут отличить хороший удар от удара неакцентированного, вялого, какого-то невыразительного, так скажем. Но если вы начали этим заниматься, то с течением времени вы начнете сами понимать, какой удар хороший, какой нет. Но в первую очередь, конечно же, удар засчитывается, если он нанесен лезвием. То есть не плашмя, а лезвием меча. На это убивается много сил в тренажерных залах, на постановку удара. Что характерно, удары обратной стороной мяча, в принципе, где-то еще в каких-то залах преподается эта техника, но, как правило, судьи их не считают. На моей памяти не было ни одного хорошего удара ложным лезвием, который бы можно было посчитать в очки. Вот такая история. Так что, кто тренируется именно на поединке, следует уделить много времени постановке именно удара лезвием. И еще раз напоминаю тем, кто вообще в танке не в теме и первый раз зашел на мой канал и первый раз слышит про исторический средневековый бой, у нас нельзя колоть. От этого это, конечно, накладывает огромный отпечаток на технику, только рубящие удары. Я сейчас еще раз, пока у нас небольшая пауза, я сейчас жду ваших вопросов на тему вот того, что мы только что посмотрели. Еще раз призываю вас поделиться видео, расшарить где-нибудь там ВКонтакте или в Ютубе. Не поленитесь, пожалуйста, нажмите эту несчастную кнопочку, и таким образом зрителей станет больше, больше людей узнают про наш спорт. Не про меня, а про спорт. Ну, про меня тоже, конечно. Но это такое приятное побочное действие. Пусть все больше людей узнают о том, насколько это интересно, а то ведь ходят же какие-то дремучие совсем в юноши со взором горящим, которые и хотели бы этим заняться, но просто не знают, куда податься, что делать и что это вообще существует. Так, пока закрываем лавочку, идем дальше. Про топоры позже. Наслаждаемся роликом и переходим к такой классной дуэльной номинации, как... Мотаем назад. Ну, давай. Полекс. Длинная древка. Тут, кстати, можно посмотреть, как украинский боец выглядит в восточном комплекте. Очень симпатично, там очень аккуратненькая хатанга. Даже, по-моему, защита рук базубанды тоже очень созвучна со всем комплектом. Тип шлема не назову, но даже неискушенный зритель может понять, что здесь что-то такое, восточный колорит. С кольчужными вставками голени, в общем, все красиво, аккуратно, прекрасно просто. Сражается он с израильским бойцом, вот, на длиннодревковом оружии. Номинация эта пришла в официальную программу чемпионата мира «Битва наций» в 2015 году. К дороговизне спорта мы еще раз вернемся попозже немножко. Сейчас пока поговорим про прекрасные, великолепные алебарды. Сейчас. Так, алебарда. Да, в 2015 году первый раз эту номинацию нам презентовали на чемпионате мира в Чехии. И была она экспериментальной и проведена только среди мужчин. Настолько она полюбилась публике, настолько это необычная категория, что потом она уже, естественно, начала развиваться и прочно вошла в программу чемпионата мира.
Можно увидеть сейчас позади сражающихся украинца и израильтянина нашего бойца Ярослава Русанова. Он там стоит и тихонько почему-то улыбается. Видимо, уже завоевал свое золото. Мы еще о нем скажем много, мы о нем много говорим у меня на канале, так уж получается, он хорош. Вот, ну, мне показалось милой деталью, что он там в этом ролике засветился. Вот, что у нас в алебардах. Давайте залезем в правила. Сейчас будет не так все ужасно, потому что правила алебарды у нас записаны в Word. Ну, в принципе, правила сделаны на основе правил любой дуэльной категории исторического средневекового боя. Здесь также есть общее положение, разрешенные технические действия, запрещенные технические действия. Из того, что отличает эту номинацию, категорию, помимо вооружения, да, помимо того, что в руках у спортсмена длинная древка. Спасибо большое, Артур. Очень приятно. Уху! Помимо того, что в руках у спортсменов длинная древка, чаще всего это алебарда, либо бродекс, либо еще что-нибудь прекрасное. Я прям произношу это, и как музыка звучит. Полекс. Вот. Здесь еще есть большое отличие в том, что площадка делится на две равные части, и между бойцами протянут цепь или веревка, в общем, барьер. Бои ведутся через барьер, на определенной высоте он натянут, и это накладывает определенные ограничения. То есть бойцы не так активно перемещаются вокруг друг друга и не имеют возможности войти в какой-то мертвый клинч. Вот. Таким образом, противостояние реально становится техничным, интересным. Из запрещенных действий, которых не было, например, в предыдущих дуэльных категориях, это... Сейчас. Важный, да, бездумно неконтролируемый. Это очень важный пункт. Ну, как сейчас помню, это удары древком разрешены, то есть это не боевая часть оружия, они разрешены, но очков приносить не будут. Точно так же, как удар плоскостью щита в баклере, например. Но важный момент, что, например, тычок древком будет приравнен к колющему удару, и он, естественно, запрещен. Это травмоопасно. Вот это такой важный момент. Здесь также может боец наносить удары свободной рукой, если в другой руке он держит оружие. Но, естественно, эти удары тоже не будут приносить ему очков. Можно зажать алебарду в одной руке и накидывать с кулака сопернику вполне, но вам это очков не принесет. Но, конечно, любовь публики вы непременно заслужите этими действиями. И еще очень важный момент: удары в кисть тоже разрешены, но не оцениваются. Ну, в данной версии правил. Симочка, привет. В данной версии правил удары в кисть не оцениваются. В версии 2016 года еще удары в кисть приносили очки, то есть вполне себе. Но из-за этого бои на алебардах стали столь травмоопасны, люди буквально собирали пальцы в песке. Ну, это я утрирую, конечно, но опять же люди говорят. Вот. Было принято решение судейской коллегии пересмотреть правила и отменить оценку ударов в кисть. И все стало на свои места, бои стали еще техничнее, чем были. В общем, это отдельное искусство, искусство древних, так скажем, бои на алебардах. Тайминг его отличается от щита меча и полуторного меча. Он тоже счет сквозной, но делится поединок на 2 раунда, каждый по 1,5 минуты. Вот, то есть это важный момент. Не ведется подсчет
очков. Ну, то есть не ведется промежуточный итог, типа вот в этом раунде уже там побеждает вот этот боец. Нет, счет выдается после прошествия 2 раундов. Перерыв дается, ну, соответственно, на отдых исключительно. Так, и еще одна интересная деталь в боях. Сейчас вернемся к записи. Обратите внимание на то, что есть боевая зона. Вот протянута цепь, барьер между бойцами, и с каждой стороны от цепи обозначена боевая зона, ну, каким-то заметным способом. В данном случае это вот эти красные линии. Если боец выходит за эту линию дольше, чем на 5 секунд, он получает штрафные очки. Вот сейчас боец из Израиля должен как можно скорее вернуться на место, иначе начнется отсчет штрафных очков. Сделано это для того, чтобы, естественно, соперники не прижимались к кристаллищу и активнее ввязались в бой, не отдыхали у борта. Все достаточно логично и просто. Я думаю, что здесь вопросов особых нету, но вы задавайте, если они есть. Мне-то все понятно. На этом стриме я очень надеюсь, что у вас разбужу конкретный интерес и будет много вопросов, потому что люблю очень вот эту обратную связь. Так, и смотрим, кто у нас чемпион. Здесь не вписаны чемпионы предыдущих лет, у меня просто нет данных об этом. Есть за последние 2 года. Значит, алибарда. На последнем чемпионате мира это был Ярослав Русанов. 2 место взял Михал Беднарский, Польша. 3 Канг Лю, кто бы вы думали, из Китая. Почему здесь внезапно оказался Китай? Можно я версию свою выдам? Потому что в Китае очень культура древкового оружия очень развита. Это нагинаты и всякое такое прочее. Я боюсь ошибиться, но плюс ко всему Гао Пэнг, капитан национальной сборной Китая, он тоже очень нежно относится ко всякому древковому оружию, и мне кажется, эту любовь он привил всем представителям своей сборной. И вот этот парень ни много ни мало стал призером чемпионата мира «Битва наций» в прошлом году. Вот. Про Михала Беднарский сказать ничего не могу, к сожалению. Надо будет как-то изучить вопрос. У женщин 1 место взяла Ольга Гробовская в последние 2 года, то есть она уже 2-кратная чемпионка мира в алибарде. До этого точно помню, золото было у России, но вот поменялся расклад сил. Тем интереснее эта номинация, в ней есть какой-то, видите, интрига. Одна из немногих номинаций, в которых есть реальная интрига. 2 стала Алина Абдулаева. Она же была чемпионкой мира в алибарде в 2017 и, кажется, в 2016 году тоже. И вот здесь у нас появляется США, Майя Селинска. Вот, США же у нас есть в женском пьедестале 2018 года, Лиза Гелли. Лиза Гелли, Света, поправь меня, если я ошибаюсь, это сестра известнейшего алибардиста Джеффри Гелли. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься, что называется. Я так понимаю, что в США очень сильная школа алибарды, не в последнюю очередь потому, что Джеффри берет лучшие наработки у россиян. Я так думаю, они всегда учатся. Спортсмены из США этим отличаются, что они берут все лучшее с всех достижений всего мира, и это очень хорошо. Или племянница, простите, если я ошиблась. Вот. Алина Абдулаева у нас стала 3-й в позапрошлом году. Ну, в общем, вот как-то так у нас гуляет пьедестал. Номинация одна из самых молодых, поэтому здесь все еще нестабильно и интересно очень смотреть.
В позапрошлом году золото взял Евгений Агеев, серебро Евгений Баранов, тоже признанный мастер алебарды, и Сергей Мороз, Украина, стал третьим. Вот. Что интересно, оба чемпиона мира по алебарде, оба россиянина, они ученики известного в узких кругах Алексея Найдерова, он же Брю, он же Великий хан, руководителя школы ИСБ Санкт-Петербург. Вот. Ну, это о многом говорит, когда ты не просто чемпион мира по алебарде, вот здесь вот его имя должно быть в 17-16 годах и в 15-м, кажется, тоже. То есть он не просто добился всего, но этого ему мало, он подготовил смену. Оба этих спортсмена вышли из его школы. Вот. Что еще сказать про алебарду? Прекрасное оружие. Давайте посмотрим, что у нас там в тех табличках относительно допусков. Здесь уже у нас в ход пойдут такие штуки, как скругление. Скругление оружия и параметры. Особенно это актуально в алебарде, поэтому я сейчас открыл эту табличку. Длина древкового оружия, понятно какая. Скругление, радиус его, или это диаметр. Значок диаметра, значит диаметр 2 сантиметра. То есть, в принципе, у нас не будет красивых там каких-то вышедших из музея алебард, которые мы все так любим, просто потому, что это будет травмоопасно. Все оружие затуплено и скруглено, но менее красивым оно от этого не стало. Вот, и видим здесь допуски для длины боевой части. Потому что если, например, Бродекс будет с вот таким вот маленьким топориком на конце, это, учитывая, с какой силой можно его разогнать, это будет крайне травмоопасно. И здесь мы снова залезаем в техтабличку и смотрим. Пока что не будем про одноручные древковые говорить. Говорим про полуторные топоры. Скругление и длина ударной части должна быть больше 9 сантиметров. Двуручные топоры, полоксы, алебарды, глефы. Длина ударной части, простите, заговариваюсь, должна быть больше 12 сантиметров. Это важно. Чем длиннее древко, тем больше должна быть ударная часть. Иначе очень-очень опасно. Можно ли использовать советские топоры? Если вы должным образом их раскуете, затупите и закруглите, то можно. Например, мой топор так и сделан из топорища обычного, вернее, из набалдашника обычного топора. Ну, топор у меня полуторный, и его длина ударной части соответствует нормам. Вот. Фух, не подготовила себе стакан с водой. Здесь же можете увидеть все нюансы допуска оружия, в том числе погрешности при взвешивании оружия и прочим, прочим, прочим. Чем оружие больше, длиннее, тем больше погрешность, которая допустима. Так. Ну, вроде бы тут все понятно. Идем дальше. Сейчас будет сложно. Триатлон. Триатлон показали мало, но на самом деле это огромный, просто огромный пласт, который сейчас мы затронем. Такая категория, как триатлон в историческом средневековом бою, это не пробежать, проплыть и проехать на велосипеде в доспехе. Нет, это сражение, каждый из которых состоит из 3 раундов, и каждый раунд на разном оружии. Сейчас я освежу в памяти последовательность смены оружия. Нет.
До последнего я буду стоять. Регламенты, правила, триатлон. Потихонечку прогружается все. Сегодня у нас все так неторопливо, нам не надо отслеживать там каждое попадание. Мы говорим в общих чертах о нашем любимом спорте. Рассказываю все нюансы. Ну вот то, на чем нам стоит остановиться. Еще раз повторю, что бой состоит из 3 раундов, каждый из которых проходит с использованием разного оружия. Первый раунд — полутораручный меч, он же длинный меч, он же полуторный меч. Продолжительность, как и в той номинации, которую мы обсуждали, 1,5 минуты. И правила все те же. Второй раунд — меч-баклер, то есть между раундами... Сейчас скажу. То есть, в принципе, время, отведенное на отдых и смену оружия между раундами, оно не регламентировано, но, естественно, до готовности каждого бойца. Если ты долго очень возишься, там, пока меняешь снаряжение, тебе могут вызнать... Господи. Тебе могут назначить какое-то предупреждение, пожурить и так далее. Как правило, на полуторном мече чаще всего используют рукавицы, просто потому что удобно перехватывать хват левосторонняя стойка, правосторонняя стойка, это удобно. Но вот вернемся к видео, например, здесь у нас Мария Давыдова предпочла одну из защит взять как кулак. Одну из рук защитить кулаком, так называемым. Это довольно глухая защита кисти, которая не позволяет перехватывать оружие. То есть в прорезь кулака просто вставляется рукоять, а нижнюю часть клинка она может свободно подхватывать рукой, вооруженной в рукавицу. Но поскольку было распоряжение у нас об упразднении кулаков, к чему пришла маршальская комиссия сейчас, не могу сказать. Но, кажется, полуторный меч — это исключение в плане возможности использования кулаков. И до сих пор это так. То есть одну руку можно защитить глухой защитой такой. Если я ничего не путаю, то до сих пор это так. Вот. Но это, конечно, ограничивает арсенал бойца в плане применения каких-то приемов, перехватов. Да, если у вас завалялся кулак ржавый, можете его вполне очистить, привести в божеский вид и использовать в полуторном мече. По-прежнему это допускается. Так, меч-баклер тоже понятно, мы все обсудили. И щит-меч, 3-й раунд, то есть просто уже на выносливость такой, как правило, идет. Потому что это, просто тяжело. Триатлон такая категория, она для лучших бойцов. Для тех, кто стал призерами во всех 3 предыдущих номинациях. Я сейчас поясню, что это значит. И щит-меч тоже проводится по тем же правилам, 1,5 минуты. Есть нюанс. После меча Баклера, как правило, топовые поединщики немножко облегчают себе жизнь и снимают защиту предплечья, потому что она будет защищена щитом. Так немножко легче руке. Ну и это такой определенный ритуал для топовых триатлонистов. За это время можно выдохнуть, собраться с силами и пойти дальше в бой. Вот. По итогу всех этих 3 раундов выводится победитель. В общем, достаточно просто. Что еще хочется сказать о триатлоне? Триатлон в программе чемпионата мира «Битва наций» был до того, как появилось разделение на каждую номинацию. Сейчас поясню, что это значит на примере чемпионов. Вот вы видите чемпионов
в последние 2 года, но так было не всегда. Номинация, триатлон существовала до того, как было принято решение все таки еще сделать, такие подотборочные, так скажем, категории: щит-меч, меч-баклер и длинный меч, то есть сделать их отдельными. И это пошло на пользу. То есть, если раньше все медали в триатлоне практически забирали русские бойцы, и, ну, мотивация у, иностранцев, тех, кто не так давно занимается этим, видом спорта, она начала угасать, они начали, ну, прям грустить, потому что, очень сложно догнать, признанных чемпионов, которые так много лет этим занимаются и много лет на пьедестале, вообще не сходят с него. Поэтому в том числе, было принято решение ввести 3 дополнительных номинации. И как это работает? Сначала проводятся бои, вот в этих вот 3, то есть там, допустим, первый день чемпионата идут, выясняют, кто становится чемпионом в конкретных, во всех этих разных номинациях: щит, меч, меч-баклер, длинный меч. После этого, призеры этих категорий сражаются в триатлоне. Там обычно это уже последний день чемпионата, то есть есть время отдохнуть после этих категорий у призеров и выйти свеженькими и показать настоящий класс, потому что триатлон это такой гран-при для поединщиков. Вот. Надеюсь, понятно объяснила, потому что не всем был ясен этот момент, когда это еще разделение случилось в 2017 году. Было сложновато кому-то до сих пор разобраться, но я верю, я в вас верю, что вы сможете, понять принцип. То есть это ни в коем случае не означает, что, чемпионы и призеры там, по отдельных номинаций разделенных, да, что они какие-то не такие чемпионы, как чемпионы триатлона. Просто в триатлоне, соответственно, это такой дополнительный отбор, для того, чтобы выяснить, кто вообще супер-мега-чемпион всего-всего-всего, кто лучший, кто первый меч мира. Вот. Боец-универсал, способный, побеждать вообще на всем. И давайте посмотрим. За последние 2 года у нас, бессменно тройка лидеров у мужчин. Первое место Алексей Петрик, второе место Сергей Уколов, третье место Илья Иванов. Это лучшие поединщики России и мира. Вот, ими можно гордиться изо всех сил. Прям, если вы об этом не знали, то можете начинать. Вот. У женщин, тройка немножко вариативна, то есть, в фу, в последней битве нации, чемпионкой стала Алина Лапо, второе место Анастасия Мещерякова, третье место Мария Давыдова. Там была душераздирающая история про то, как, Настя совершенно обидным образом получила травму перед, финальными боями триатлона. На полуторном мяче с, спортсменкой из Польши. Вот, она получила перелом и сражалась в финале уже с этим переломом. Ну, я не хочу сказать, что, картина была бы другая там или еще что-то, что Алина на самом деле благодаря этому стала чемпионкой. Совершенно нет, ни в коем случае. Э, Просто, ну, лично мне хочется посмотреть на их бой в номинации триатлон, когда у всех все в порядке и все на пике формы. Вот это будет реально круто. Вот. Предыдущий год, 2018, дал нам другую немножко картину. Еще выступала Галя Кахлака, Настя Мещерякова сохранила серебро, и Ксюша Вьюнова. Это был второй год, когда она ездила на чемпионат мира. Вот. Ну, хороший результат. То есть все медали за Россию в триатлоне. Вопрос: в триатлоне бьются все призеры или только первые номера? Все призеры 3 номинаций: щит-меч, меч-баклер, длинный меч. То есть все вот эти люди, которые у меня сейчас вот в этом блоке, все они сражаются за право быть чемпионами в триатлоне. Но пока что
Россия лидирует. Это пока. Наши соперники быстро учатся, и я думаю, дальше будет только интереснее. Тем более времени на подготовку у них аж 2 года. А до 2016 года у нас картина в дуэлях выглядела вот так вот. То есть было в целом вот две дуэльных категории. Алибарда и триатлон. Вот, я надеюсь, что достаточно подробно все это прояснила. Вы наверняка запутались. Если это так, то не стесняйтесь, спрашивайте. Я еще раз повторю, мне совершенно не сложно, я за этим сюда и пришла. Так, ну, наверное, можем закрывать наш аллею славы нашу. Оставим табличку, она нам пригодится. И немножко жду вопросов и переходим дальше. Мы сейчас охватили все официальные категории чемпионата мира «Битва наций», которые проводятся по правилам дуэльных номинаций. То есть 2 бойца выясняют, кто из них сильнее в каждом конкретном выбранном виде, в каждой конкретной дисциплине и на конкретном оружии. Есть у нас бойцы-универсалы, которые могут сражаться на всем, на всем, на всем. Есть, как сказать-то, узкие специалисты. Ну вот. Но если говорить о русских бойцах, то они, по-моему, вообще все могут. Сейчас мы поговорим о еще одной дуэльной номинации, которая стоит особняком. Дикий феминизм в ИСБ. Есть ли он, ваше отношение к нему? Я уже помню, что отвечала на этот вопрос. Вы, наверное, говорите о том, когда в том явлении, когда девушки, которые сражаются в доспехах, хотят биться не иначе, как с мужчинами в одном строю или против мужчин. А если им предлагают сразиться в женской категории, специально для этого созданной, они начинают обвинять организаторов в том, что их дискриминируют по половому признаку. Правильно я понимаю? Сколько афро-рыцарей в ИСБ? Так, ну отвечаю на вопрос про дикий феминизм. Я отношусь к нему негативно, потому что это, во-первых, дискриминирует женщин-бойцов, которые, ну, как сказать, сражаются, на мой взгляд, по адекватным правилам, то есть среди друг друга. И, ну, накладывает на все женское движение такой отпечаток каких-то безумных женщин с оружием, которые вообще немножко не в себе и лезут куда не просят. Это первое. Во-вторых, я считаю, что если очень хочется, но ну, просто нет возможности сразиться в женской категории, потому что там не набирается участница или что-то еще, нужно в первую очередь исходить из... Даже в этом случае нужно исходить из готовности мужчин сражаться с вами, потому что это очень тонкий момент для мужчины. Вот, ну, рассмотрим вариант, когда тебе предлагают драться с девчонкой. Ты в любом случае будешь неправ. Если ты победишь, победил девчонку. Если проиграешь, проиграл девчонке. Все плохо. Я бы на месте мужчин не соглашалась на поединки такие. Вот. Ну и потом есть мужчины, у которых совершенно здравые, на мой взгляд, правила, ну, не вступать там в единоборство с женщинами. Это нормально. Вот. И третье. Сейчас для женщин как никогда поле деятельности максимально обширное. Мы можем биться
в дуэлях, можем биться в командах, можем биться все на все в бугуртах. Уже нас настолько много стало в движении, что мы собираем по 12 человек с каждой стороны на крупном турнире. И даже, по-моему, у нас, например, на Кёнигсриде было 3 команды таких с заменами. Я считаю, что если есть возможность драться женщине в женской категории, то это просто эгоистично продвигать тему ну, вот этой старой школы, когда девчонка выходила в строю с парнями от безысходности. Когда-то это, да, это было сделано от того, что других вариантов не было, а сейчас это, ну, такой какой-то идиотский каприз, на мой взгляд. Ну, я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Вот. Насчет афро-рыцарей. Да, есть представители темнокожие, и есть, более того, даже сборная ЮАР, насколько я знаю. Но сборная ЮАР примерно по уровню количества занимающихся на одном уровне, наверное, с Казахстаном, с Кыргызстаном. Есть, допустим, один какой-то энтузиаст, который может доехать до битвы наций и о себе заявить. Ну, просто в силу финансовых причин каких-то и еще чего-нибудь, обстановки в стране, например. А так, да, есть темнокожие бойцы, есть отдельные представители в сборной Монако, например, в сборной США, естественно, есть. Есть отличный ролик, как запись с битвы наций 2013 что ли, года. Тот год, когда США впервые участвовали вообще в битве наций. Одним из членов сборной США был Адриан Рассел, по-моему, его звали. Ну, фамилия Рассел точно, имя Адриан, если я не ошибаюсь. Вот, это очень высокий афроамериканец, который выдерживал до последнего все удары от российской сборной. То есть я не знаю почему, на тот момент еще то ли судьи не успели среагировать, то ли еще что-то, но чуть ли не 7 человек одновременно его били, и этот боец не падал. Вот. Такая вот история. Можете, если кто-то понимает, о каком ролике я говорю, пожалуйста, скиньте в чат, я одобрю ссылку. Так, сейчас, секундочку. Ох уж эти гаджеты. Да, вот. Может быть, мне Света поможет. В общем, да, есть. Не так много, как хотелось бы, но вообще само явление, что у нас в движении есть, оно очень популярно там в Латинской Америке, в Австралии. Оно говорит о том, в какие мы замечательные времена живем. Ни в Латинской Америке, ни в Австралии никогда не было рыцарей в XIV веке, но мы сейчас живем в настолько интересные времена, что можем себе позволить заниматься тем, что хотим, чем хотим. И, в общем, сложная мысль сейчас была. Да. Ну что, продолжаем. И у нас на очереди профбои. Где бы мне остановить? Не успела. Профбои — особняком стоящая номинация, категория, как хотите называйте, также представлена и для женщин, и для мужчин. Вошла она в список официальных категорий чемпионата мира в 2018 году. То есть всего 2 года идет, но она вошла уже цельным блоком со своими наработками, со всей рейтинговой системой, которая была у организации, о которой я говорила раньше, WMFC. То есть этот блок полностью курирует WMFC, и, соответственно, он
фактически даже и не был экспериментальной номинацией для чемпионата мира. Это сразу полюбилось публике, сразу всем стало понятно, по каким правилам сражаются бойцы. Ну, в общем, ее очень не хватало чемпионату мира, и хорошо, что она там есть. Вот. У меня, к сожалению, сейчас не подготовилась, нет под рукой списка чемпионов битвы наций. Хотя нет, вру. Ну вот, где-то здесь я, наверное, сейчас и найду список чемпионов битвы наций. Открываю я журнал Medieval Sport. И да, 10-11 страница 4 номера журнала с Павлом Курзаком на обложке. Вот он. Здесь мы можем найти все результаты. Да. Здесь есть и общий медальный зачет чемпионата. Я, кстати, его зачитаю вам сейчас. Россия 17 золотых медалей, 4 серебряных, 3 бронзовых. Украина 1 золотая медаль, 5 серебряных, 2 бронзовых. Молдова 1 золото, 2 бронзы. Польша 4 серебра, 1 бронза. Великобритания 2 серебра, 4 бронзы. Германия 1 серебро, 2 бронзы. У Казахстана, Финляндии и Израиля по 1 серебру. Беларуси 2 бронзы. Швеция, Латвия, Китай по 1 бронзовой медали. Это вот был медальный зачет чемпионата. То есть здесь учитываются награды за все и боевые, и небоевые номинации. Про небоевые мы отдельно потом поговорим. Так, значит, что у нас в результатах юбилейной битвы наций в номинации профбои? В легком весе золото Вячеслава Левакова, серебро у Миколы Шалимова. Бронза Анатолий Юшан, Молдова. То есть Россия, Украина, Молдова по степени драгоценного металла. Средний вес золото Александр Надеждин, Россия, серебро Лукаш Коваль, Великобритания, бронза у Максима Скорикова, Беларусь. Кстати, отличный, как это сказать-то, камбэк Максима состоялся именно тогда. В тяжелом весе Илья Драгон, Молдова, золото у него. Серебро Себастьян Курс, бронза Максим Славченко. Себастьян Курс из Германии. Вот тут интересный был момент, мы это рассматривали на одном из стримов, что в финале тяжелого веса сразились 2 одноклубника из разных стран. И Драгон, и Корс, они представители клуба Боярд. И в супертяжелом весе золото у Алексея Петрика, того самого Алексея Петрика, который взял триатлон и щит-меч. Серебро Лукаш Войцеховский, Польша, бронза Артем Семененко. Важный момент. Если мы до этого рассматривали дуэльные категории, вот триатлон, щит-меч, меч-баклер, полуторный меч, их особенностью является то, что там нет разделения на весовые категории. То есть, в принципе, там оно и не нужно. Там решает техника нанесения ударов оружием. И все. Считаются только попадания, условно, лезвием клинка. А в профбоях уже совсем другая картина. Здесь есть разделение на весовые категории. У мужчин 4 весовых категории, у женщин сейчас разделение на категории, по-моему, только на 2. Это сейчас. А в прошлом году, когда была битва наций, ее вообще не было, и женщины сражались, в абсолюте так называемом. Золото было у Анастасии Мещеряковой, Россия. Как я вам про нее много рассказывала. И, кстати, сражалась она, по-моему, в финале профбоев уже тоже с переломом. Серебро у Ирины Рогозовской из Израиля. Небезызвестной Ирины Рогозовской. Сложно найти человека, который сделал больше для женских боев вообще в мире. И бронза у Мелани Грасс. Мелани Грасс, вам уже встречалась эта фамилия в, по-моему, полуторном мече. То есть
Видите, как видите, здесь часто бывает, что один боец выступает в нескольких категориях, если у него, конечно, хватает сил. И это, ну, достойный результат. Вот. Ну, в принципе, все, что я сейчас проговорила вам о расстановке сил, в основном все золотые медали у России. Где-то рядом идет много здесь, нет, немного. Германия хороша в профбоях, Великобритания. Сейчас вообще расстановка сил поменялась, скорее всего, много Великобритании будет на следующем чемпионате мира, я так вангую немножко. И Молдова. Аж 3 медали у Молдовы только за профбои. Так, Артем Семененко особенно у нас отличился за Молдову. Вот. Что хочется сказать об этой номинации? Кроме того, что здесь есть практически... Ну, она еще больше похожа на официальные виды спорта, официальные единоборства, признанные, входящие в олимпийскую программу, да, в программу Олимпийских игр за счет разделения по весам. Здесь совершенно иная система оценки действий, чем вот в тех более привычных нам классических категориях исторического средневекового боя. Здесь судейская бригада состоит из гофмаршала, который активно на ресталище выполняет действия. Ему чаще нужно вмешиваться в процесс, чем в других дуэльных категориях. Хотя бы потому, что здесь очень активный клинч идет. И постоянно нужно отсчитывать разные штуки, типа времени на добивание, там, отслеживать поломки. Нужно следить, чтобы бойцы, ну, не нанесли друг другу травм. Здесь, поскольку более плотное взаимодействие идет, роль гофмаршала сильно повышается, ее, так сказать, необходимость. Вот. Остальные судьи помогают ему в этом, распределившись вокруг ресталища, и каждый судья смотрит за обоими бойцами. Это очень сложно на самом деле. Отслеживают попадание обоих бойцов. Да, извините. Здесь, в этой категории, в отличие от предыдущих, считается вообще все. Удары оружием, удары щитом, удары кулаками, коленями, ногами, головой, броски, добивающие удары оцениваются отдельно из позиции преимущества, так скажем. Здесь же идут штрафы за поломки снаряжения, за потерю оружия. Все это идет в общий счет. Вот. Все это фиксируется, оценивается, а также нокдауны, нокауты, ну и все, что у нас есть в более привычных единоборствах. То есть это, как я уже говорила, профбои — это такое ММА в доспехах, смешанное единоборство в доспехах. За исключением, естественно, колющих ударов и каких-то болевых и удушающих приемов. Ну, пока что. Пока у нас правила такие. Есть мнение, что Иван Васильев, создатель системы правил действующий, что он попробует все-таки поэкспериментировать и в этом направлении. Но я надеюсь, что все останется так, как есть, потому что существующая модель, мне кажется, наиболее оптимальной. За исключением захватов за лезвие клинка. Мне кажется, это лишнее. Я не устану об этом говорить. Мне кажется, стоит все-таки в правилах отдельно говорить о запрете захвата клинка. Вот. Что еще характерно для профбоев? Это свободный выбор оружия. То есть, как видите, вот у нас сейчас на экране Максим Славченко выбрал, ну вот, круглый щит и, блин, такое ощущение, что там топор, но нет.
Ну, в общем, здесь вполне могут оказаться напротив друг друга боец с легким там баклером, который будет делать ставку на удары им, и там мечом, тяжелым пехотным мечом. Против него может оказаться соперник с круглым ударным кулачным щитом или там тарчем, вытянутый щит, которым тоже удобно наносить удары, и фэшоном, например. То есть есть бойцы, которые экспериментируют вообще, пробуют идти в профбои с полуторными мечами, с полуторными топорами, с одноручными топорами, с шестоперами, если действие происходит за границей, да. Например, в Латвии в позапрошлом году был бой мечника против местного бойца из Латвии, который дрался с шестопером, и, кстати, он победил. Настолько удачно он, настолько хорошо им владел, что смог перебить соперника с клинковым оружием. В общем, профбои — это такой вид оружейных единоборств, который оставляет наибольший простор для самовыражения бойцов. И за это их очень любят, потому что каждый боец таким образом вырабатывает какой-то свой стиль, какую-то свою манеру. Кто-то больше ставку делает на борьбу, например, кто-то большую ставку делает на ударную технику, кто-то сохраняет верность традициям и стремится как можно больше набить клинком. Но э, для этого надо быть супер техничным бойцом, потому что здесь в допусках оружия вводится параметр баланса, вот, чего не было в предыдущих категориях. И этот баланс добавляет каждому удару весомости. В общем, сделано для того, чтобы бойцы не выходили в поединок, так скажем, с линейками, и их удары было проще отследить, чтобы удары эти были более сокрушительными, более акцентированными и, ну, наверное, понятными и зрителю, и судьям. Вот. Я, с вашего позволения, закрою окно. А вы пока, пожалуйста, готовьте вопросы, потому что профбои — это очень обширная тема для дискуссии. В профбоях, пожалуй, из всех категорий, официальных категорий чемпионата мира битва наций, сохраняется наибольшая напряженность в плане соперничества. То есть здесь реально есть интрига на каждом этапе боев. Так. Плевок тоже считается. Плевок, если это имеется в виду термин короткого удара клинком, нет, он считаться не будет. Это, ну, в профбоях редко можно увидеть такую технику исполнения удара, хотя бы потому, что не дает это сделать баланс клинка. Это просто неоправданно энергозатратно. Еще можно и кисть немножко вывернуть. Ну и плевки редко бывают акцентированными по действующим правилам профбоев. Номинация замороченная, но она стоит того. Здесь, в принципе, для внимательного зрителя не укроется, что система судейства, которую я озвучила, взята из привычных нам единоборств. И, в принципе, ну, бой длится, естественно, не 12 раундов, да, как там в боксе, но очень похожа система оценки. И вот эта вот субъективность каждого судьи, она здесь тоже учитывается. И все сделано, вся модель правил построена таким образом, чтобы результат был наиболее объективен, несмотря на то, что судить это крайне тяжело. Вот. Для этого вводится система коэффициентов. В общем, все как в лучших домах. И нередко бывает такое, что, как и в боксе, там победа, например, присуждается раздельным счетом судей там, или единогласным решением судей. Ну,
Все эти термины наверняка вам знакомы, и вот они здесь становятся актуальными. Так, вводить стилеты. Хорошее предложение. Вы были услышаны Иваном Васильевым, опять же, бессменным нашим рефери и автором правил профбоев. Э, Что-то я такое слышала, что Иван хочет попробовать ввести мизерикорды, так скажем, которыми следовало бы обозначать добивающие удары. Это, в принципе, интересно. Подобные эксперименты где-то в интернете бродят, где-то это можно посмотреть. Ну, господи, пусть будет все что угодно, лишь бы это не принесло дополнительный риск травмы и нельзя было хвататься за клинок. Пожалуйста. Уничтожать морально в профбоях. Но это мы снова возвращаемся к теме видеовызовов. Вот можете попробовать. Слава Леваков попробовал оказать моральное давление на своего соперника Лукаша Коваля и получил великолепный отпор. Мне очень понравилось, на самом деле, хотя сама подача очень грубовата на мой вкус, но не скрою, было интересно наблюдать за их вот этим вот взаимодействием до боя через видеовызовы. Так, задняя часть ног в доспехах защищается в массовых боях. Как правило, в поединках поединщики, дуэлянты, они максимально стараются облегчить свой комплект, и если есть возможность надеть, например, полуторастворчатой голени или вообще одностворчатой, они это делают. Просто потому, что в поединках нет риска такого, что тебе со спины на тебя набежит алибардист и ударит куда-нибудь пониже нее. Вот. Поэтому часто можно наблюдать, что в поединках бойцы не в двухстворчатых голенях и вообще, ну, короче говоря, их комплекты более легкие. Оскорбления в бою, они, если вы успели взглянуть на правила, относятся к штрафным действиям, за которые положены санкции. И это пункт «неспортивное поведение». Любые оскорбительные высказывания в адрес соперника, судей или зрителей. Конечно же, это наказывается, а то какие же мы рыцари тогда. Анка, совершенно верно, в массовых боях лучше все сферы прикрывать. Сферы и особенно полусферы. Мало ли откуда прилетит алебарда. Да, ну, про профбои я, наверное, пока хватит про них, потому что профбои — это то, с чего мой канал начинался. В первую очередь мы смотрели именно знаковые профбои, потому что они поданы, на мой взгляд, как надо. У каждого бойца есть представление, каждый боец приглашается конферансье, там, ну, в общем, все как вот в рестлинге или в ММА, все лучшее взято оттуда, и на этом построено профбои. Мне кажется, это прекрасно. В общем, если вам не хватило сейчас информации про профбои, просто загляните на один из старых моих стримов и посмотрите какой-нибудь отдельно взятый поединок. Так, идем дальше. Переходим к командным номинациям. Вообще, по-моему, организаторы битвы наций до сих пор не определились, нужно ли разделять такие понятия, как командные номинации, групповые номинации и массовые номинации, они же категории. Думаю, что в скором времени все встанет на места, и групповые бои, командные и массовые, они больше конкретикой обрастут, эти понятия, вот, потому что это все-таки важно. Команда идет сражаться или просто набрали по объявлению, увидели друг друга первый раз перед боем и просто встали на одну сторону и сражаетесь. Есть разница, команда может тренироваться вместе, а в массовых боях, как правило, все довольно хаотично. Вот.
Это огромный пласт, на самом деле, и чемпионаты мира, битва наций, и вообще исторических средневековых боев, бугурты, да, одним общим словом это можно назвать. Это когда много бойцов на много бойцов. Много — это от двух, скажем так. Вот. В официальную программу чемпионата мира, битвы наций входит бои 5 на 5, 12 на 12, 30 на 30 и 150 на 150. Сейчас мы все их бегло посмотрим, и я расскажу про специфику каждого из них. Ну вот здесь нам в хронологии ролика в первую очередь показаны бои 5 на 5. В данный момент времени эта категория представлена как для женщин, так и для мужчин. То есть в былые времена это было 5 на 5 у мужчин, 3 на 3 у женщин, пока нас было мало. Потом все выровнялось, слава богу, сейчас смотреть приятно и на то, и на другое. Вот. Я глубоко в историю не буду вдаваться, ну, просто знаете, что пятерки — это одна из самых популярных командных категорий вообще вот из всего исторического средневекового боя. Именно ей изначально посвящено создание Бугурт-лиги, о которой мы говорили выше. Вот. Именно в ней больше всего зарегистрировано команд, больше всего известно коллективов, так скажем, все они на слуху. Ой, оду пятеркам можно бесконечно, на самом деле, петь. Вот, именно в пятерках наиболее обширный пласт уже сложившихся каких-то тактических наработок, а, хитростей, терминов. То есть в пятерках всегда есть забегающий танк, есть тот, кто идет по борту, есть первый номер, второй, третий. Все это, вот эти вот все детали и нюансы, они сложились именно из пятерок. Вот так уж получилось, что это действительно наиболее популярный вид командных боев. И вы могли заметить, что исторический средневековый бой свою популярность в мире начал набирать именно благодаря командным боям, хотя бы потому, что этот уникальный вид единоборств дает такую возможность подраться команду на команду. Если обратиться к привычным видам спорта, там бокс, единоборства какие-то, были эксперименты, может быть, и до сих пор продолжаются, там что-то 8 на 8 в октагоне, что-то еще, но травмоопасность людей, не защищенных доспехами и сражающихся команда на команду, она, как ни странно, выше, чем вот в наших брутальных боях в доспехах. Да, мизерикорд — это колющее оружие. В этом его и прелесть. Но я так понимаю, что Иван хочет попробовать ввести именно обозначение добивающих ударов. Тут больше будет играть значение, получилось ли у тебя выхватить этот кинжал, и получилось ли грамотно нанести обозначение добивания. Так, продолжаем про командные бои. Так вот, пятерки. В пятерках команда состоит на поле из 5 бойцов и, возможно, наличие 3 запасных. Итого 8 бойцов в каждой команде, которая может быть заявлена на конкретный турнир. Если брать регистрацию в Бугурт-лиге, то там больше количество участников в каждой конкретной команде, но на турнир могут регистрироваться 8 из них. Вот. Бои пятерок, как и, в принципе, все бои в массовых зарубах рыцарских, длятся до победы в 2 раундах. Ну, то есть и победа в каждом раунде достигается путем выведения из боя соперников. А соперника вывести из боя можно, уронив его, заставив его там коснуться третьей точкой земли, третьей точкой, кроме 2 опорных, это ноги. Вот.
Касание оружием пола не считается касанием третьей точкой. Касание щитом пола считается касанием третьей точкой. Также считается падением, если вы запнулись за уже упавшего бойца или коснулись его ягодицами, корпусом. Ну, в общем, конкретно так потеряли равновесие. Вот. В этом виде можно, ну, по правилам, тем правилам, которые мы рассматриваем для чемпионата мира битвы наций, можно держаться за ограждение. То есть многие боевые ситуации построены на этом, что кто-то намертво вцепляется в ограждение и продавливает фланг там или еще каким-то образом тактически действует. Здесь есть место командным маневрам каким-то, хитростям, забеганиям и прочее, но не так ярко выражено, как, например, в более массовых номинациях. Фух. Вот, что еще про пятерки? Я сейчас... ну, естественно, здесь, как и в дальнейших категориях массовых, которые мы рассмотрим, здесь победа в раунде также присуждается, если достигнуто трехкратное преимущество на поле. 3 в 1 – это остановка боя и победа команде, чьи там 3 бойца все еще на ногах. Да, есть проект такой, есть такое благое намерение отменить, исключить возможность держаться за ресталище. Просто пока что, так скажем, организаторы битвы наций и люди, которые могут на это правило реально повлиять, они не видят возможности решить этот вопрос технически. У нас уже есть готовые ресталища, есть вот эти вот... Ресталище – это ограждение, да? Ну, вернее, ресталище – это само поле боя, а ограждение ресталища – это вот этот заборчик. Как правило, у нас от мероприятия к мероприятию, если мы берем крупные мероприятия, эти ограждения катаются вот и на месте собираются уже все те же самые. У нас есть определенная высота его уже регламентированы. Вот. И если пересматривать правила настолько кардинально и отменить захват за ресталище, то придется решать вопрос с технической стороны, сделать так, чтобы было невозможно захватиться за ресталище физически. Потому что все эти запреты, ну, они не будут иметь силы практически. Пробовать как-то на уровне правил запретить хвататься – это дополнительная нагрузка на бойцов и на маршалов. То есть боец, помимо того, чтобы решать свою боевую задачу на ресталище, он должен еще будет следить за тем, правильно ли там его рука лежит на борту, или не влетел ли он случайно как-нибудь не тем местом в заборчик. В общем, пока что технически это очень сложно. И маршал вместо того, чтобы отслеживать безопасность, да, ну, сейчас основная функция вот линейных маршалов, которые стоят по краям, она в том, чтобы отслеживать нарушения и, в первую очередь, безопасность бойцов. Если они начнут отвлекаться на положение руки на ресталище как-то там, то это очень сильно усложнит задачу всем. Вот, поэтому... Да, есть проект правил, есть существующие версии правил, где, в принципе, запрет такой есть на захват ресталища. Но это немножко повышает динамичность происходящего, но все равно такие случаи бывают, и те, кому там, так сказать, те, чьи действия маршал не успел отследить, да, те вроде как в небольшом преимуществе оказываются. И таким образом правила работают не для всех, а должно быть... ну, HMBI стремится к тому, чтобы правила работали для всех. Вот. Да, есть предложение о том, чтобы ввести сетку, как в октагоне, чтобы вообще вырыть какой-то колизей для того, чтобы бойцы были окружены стенами ниши. Есть
есть предложения технически совершенно какие-то уже, ну, продвинутые и так далее, но все это либо, э, лишает бои наглядности, то есть мы через сетку не так много увидим, ну и вообще это не аутентично. Либо лишает, рыцарские бои вот этой вот, атмосферы рыцарства. Октагон — это не исторично. Либо, очень сильно мешает обзору и судей, и, зрителей. А все таки в приоритете у нас то, чтобы судьи что-нибудь доконтролировали. Ограждение веревками задачу решает, но подвергает опасности зрителей. То есть какое предложение, из существующих не придумай, так или иначе все получится в далекой перспективе, приведет к ухудшению ситуации, так скажем. Ну да, пожалуй, что Колизей наиболее здравое предложение из всех, и оно и исторично, и безопасно уж более, чем остальные. И, в принципе, довольно наглядно. Но здесь встаёт вопрос о затратах на возведение такого ристалища. Вообще, в моем идеальном мире битва наций, да, проходит в огромном Колизее, где, есть где развернуться, и вот все бои проходят со стенками. Э, и такая битва наций, она, конечно, была бы, не знаю, ну, это было бы зрелище зрелищ. Бойцовская яма. Иного пути пока не придумали. У меня тоже было свое предложение там с откосами. Ну, то есть есть борт ристалища, и если сделать, под углом, просто там какую-то дополнительную доску, это, возможно, решило бы вопрос с наложением, рук на ристалище. Но опять же, это ограничивает, здорово ограничивает обзор. Да, хорошо, что вспомнили Прагу. Прага — это город, который принимал чемпионат мира битвы наций 2 года подряд, в 2015-2016 году. И там действительно это один из самых удачных проектов оформления исторических средневековых боев. То есть это были и трибуны, и, удобная, так сказать, вот эта вот не то что яма, а ниша для бойцов. Я лично участвовала в этом чемпионате, в одном из них. И это, конечно, ощущение непередаваемое, когда ты идешь по коридору и выходишь в эту вот гладиаторскую яму. Очень круто. Да, вопрос по технологическому решению для ресталища, за которое физически невозможно схватиться, вопрос тут открыт. Поэтому голову над ним ломают лучшие умы. Куда уж мне. Боевые цепы для судей — это круто, да. Ров по периметру, к нему мы вернемся. Вот мы видим иллюстрацию боев 5 на 5. Вот примерно так все происходит. Довольно плотное взаимодействие в... Ну, чаще всего в 5 на 5 взаимодействие идет по парам. Бойцы разбираются и решают уже, кто первый кого уронит. Преимущество, взятое в начале боя, например, одним фрагом, оно очень сильно влияет на дальнейший ход боев. Дальше рассматриваем категорию 12 на 12. Категория эта была введена только вот на 10-м чемпионате мира битвы наций в прошлом году. Первый раз она была представлена и очень хорошо себя показала. Здесь уже интереснее, здесь уже больше древкового, здесь есть простор для тактики. И что характерно, в 12 на 12 все еще у нас выступают сборные команды национальные. Я сейчас приоткрою на эту тему правила. Вот. Это официальная информация с саммита, посвященного как раз вот битве наций, о которой мы говорим. Свежайший, можно сказать. И что здесь говорится? Что 12 на 12 номинация новая. И у стран, которые не могли выставить бойцов в королевскую категорию 21 на 21, появилась возможность это сделать.
И все еще здесь, в 12 на 12, есть ограничения на то, чтобы только представители конкретной страны участвовали в команде. Привлечение легионеров запрещено. Это очень важно. Все правила для нее аналогичны номинации 5 на 5, за исключением новой системы дивизионов. Про систему дивизионов 5 на 5 я вам не сказала, скажу в конце. Разрешенный размер команды для категории 21 боец. То есть мы, ну, как правило, количество запасных бойцов для массовой категории, для команды, участвующей в массовой категории, оно равняется трети всего количества бойцов. Нет, сейчас. Ну, то есть, вот у нас фактически в команде 21 человек, на поле выходит 12, в запасе сидят 9 человек. Ну, опытным путем было выяснено, что вот такое количество оптимально. То есть фактически во время перерыва в раунде можно заменить почти всю команду. Так. Дальше. Это мы прибережем. Что еще хочется сказать про 12 на 12? Правила те же. Трехкратное преимущество на поле, остановка боя. Все по-прежнему разрешенные зоны поражения, все сохраняются. Они не менялись еще даже с дуэльных категорий. Но, как вы могли догадаться, здесь совершенно не имеет значения, сколько ударов ты нанес по сопернику. Главное, чтобы ты смог его вывести из боя. Кто-то делает это ваншотом алебардой, кто-то предпочитает сделать это в борьбе, кто-то с разбегу, например, в зазевавшегося соперника. Очень богатый арсенал приемов. Все тоже. Все разрешено, все тоже, что в профбоях, ну, единственное, что следи за равновесием. Здесь, если ты упал вместе с соперником, то ты там и остался. Номинация достаточно красочная, красивая, бодрая, так скажем. 30 на 30. Вот это тоже одно из нововведений чемпионата мира. Здесь уже разрешено объединяться в союзы, то есть команды в 30 на 30 уже международные. Сейчас мы вернемся к официальным данным. Люди, которые следят за битвой наций уже несколько лет, знают, что до введения номинации 30 на 30 была королевская и самая массовая из категорий, за которые вообще награды какие-то доставались, была 21 на 21. Вот. В прошлом году королевская категория была упразднена, и вместо нее это стало... Количество бойцов повысилось, и она превратилась в 30 на 30. Здесь действительно, как и написано, раздолье для новых тактических схем, и легионеры не только разрешены, но и поощряется их приглашение в неограниченных количествах. Разрешенный размер команды для данной категории 50 бойцов, то есть на поле у нас 30 бойцов, в запасе 20, и вы можете сменить почти 2/3 команды за раунд. Чтобы все были свеженькие и бой был отличным. Правила все те же, трехкратное преимущество сохраняется, то есть если какая-то из команд на поле достигает и бойцов, оставшихся на ногах, в 3 раза больше, чем бойцов другой команды, бой останавливается, победа в раунде отдается команде, забравшей преимущество. Так, ну, что тут еще можно сказать? В принципе, вот эти команды 30 на 30, это... Я прям немножко страшно это сказать, но здесь был такой ролевой момент. До чемпионата мира битва наций
капитаны национальных команд, которые не набирали чисто своими бойцами тридцатку, они могли свободно заключать союзы с другими капитанами национальных команд и, ну, скажем так, собирать вот эти вот хоругви. И то, что получилось, я вам потом покажу на примере. А я покажу сейчас. Хоть официально нет такого понятия, что вот эти вот тридцатки, которые соревновались в категории 30 на 30, что они и были хоругвями, выступавшими потом в союзах, в альянсах, по факту так оно и было. Хоругви для 30 на 30 были те же самые. Вот. Я вас, наверное, запутала, но хоругвь, она же там, не знаю, дружина, она же союз, который был оговорен капитанами, и заявка на то, что вот конкретный союз будет выступать в этом составе, она подавалась до самого чемпионата мира. То есть, в принципе, в теории, конечно, у Китая, Австралии и Новой Зеландии была возможность потренироваться вместе для категории 30 на 30, но возможность только теоретическая. Я думаю, что ребята увидели друг друга только уже в Сербии. Вот. HMBI хороший вопрос. Откуда берутся команды типа HMBI Red? Это и есть название для союзов таких команд. Когда национальная команда не набирает достаточного количества бойцов для того, чтобы выставить команду в конкретной категории, то они объединяются с другими странами и выступают под эгидой HMBI и каким-то данным им цветом. Вот. Ну, просто чтобы было удобнее различать. Здесь есть одно правило, что боец какой-то конкретный боец, участвующий в таком союзе интернациональном, он может это делать только при условии, если у него нет своей национальной команды от его страны, короче говоря. Такую команду надо подавать заранее, естественно, чтобы... Ну, поскольку чемпионат мира, битва наций, это уже все по-взрослому, это фактически Олимпиада в мире исторических средневековых боев, то, как и в лучших, так сказать, продвинутых официальных видах спорта, у нас есть жеребьевки, которые открыты достаточно, списки подгрупп по дням расписаны. То есть уже на этапе подготовки к битве наций за несколько недель или дней бойцы знают, с кем они будут биться первый бой. И команды, естественно, тоже знают. Если какой-то случился форс-мажор, доспехи потерялись в аэропорту, команда не может выставить бойцов, то присуждается техническое поражение, потому что сетки боев уже расписаны и зафиксированы. Читаю комментарии. Хедшоты. Да, вы, скорее всего, видели хедшоты алибарды в исполнении как раз того самого Алексея Найдерова. Не мыться год и сразу всех сразить на поле боя. Очень исторично, можете попробовать, кстати говоря. Ну, но хочу предупредить, что бойцы, рыцари наши очень... Их в этом плане ничем не запугаешь. Как правило, тренировочное снаряжение и поддоспешная одежда стёганая, она ее ароматы закаляют рыцарей уже на этапе подготовки. Ну, я-то лично свой стягач, конечно, стираю, но знаю, что есть люди, которые считают это дурным тоном. Так.
Да, если такая команда теоретически выигрывает, как это было, например, в Италии, на женском пьедестале, третье место в боях 5 на 5 заняла команда смешанная, то да, так она и фигурирует в призерах. Но все-то знают, кто там выступал. Немки там и так далее. Так, 30 на 30 обсудили. Что я еще хочу сказать про 12 на 12. Формат настолько полюбился публике, настолько стал удобен бойцам 12 на 12. Извините, мы вернемся к ним, что теперь такая же категория есть в перечне мероприятий Бугурт-лиги. То есть Бугурт-лига теперь охватывает не только командные бои 5 на 5, но и 12 на 12. И это называется по терминологии Бугурт-лиги, если не ошибаюсь, боями клубными. То есть безотносительно, на самом деле, прямой связи между клубом, там, существующим, которым вы тренируетесь, которому вы принадлежите, и клубом, зарегистрированным в Бугурт-лиге, нет. Клубом называется просто вот поданный список бойцов для участия в боях 12 на 12. Вот так вот все хитро запутано, но я надеюсь, что стало немножко понятнее. Вот видите, уже рисунок боя меняется, он становится интереснее. Здесь много древков, много интересных взаимодействий. Часто встречаются ситуации, когда один боец держит троих. Ну, в общем, все дико интересно. Вот мы пришли к отдельным стоящей категории женские все на все. Да, это тоже официальная номинация чемпионата мира «Битва наций», и она находит отражение нередко в местечковых мероприятиях, когда женщины просто хотят подраться в своем женском бугурте. В принципе, почему она особенно выделена женщиной, да, почему мы сейчас не видим мужских все на все и не увидим мужских все на все, потому что мужские все на все за счет количества бойцов мужчин в природе вообще, она трансформировалась до битвы альянсов 150 на 150. Женская ИСБ пока себе такого не может позволить и сохранилась в формате все на все женщины. Вот. Как это было реализовано на прошлом чемпионате? О, какая прекрасная картина. Это француженка. Просто девушки поделились на две команды из тех, кто был готов биться просто так, не за призы, а за само удовольствие участия. Поделились на две команды. Одной команде были выданы белые кушаки, другая команда выступала без оных. Вот. И сами видите, что достаточно интересные интернациональные союзы были здесь. С одной стороны Австралия, США, Китай, с другой Украина, Франция, против них Чехия, в общем, Польша тоже вместе с Украиной и Францией. Ну, достаточно интересно было наблюдать, конечно. Это такие вот... Ну, классно. Девчонки подрались в удовольствие. Стой! Куда ты? Тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Все, переходим... Отвечаю на вопрос, почему Россия в прошлую битву наций... Ну, прошлой битвой наций мы называем последнюю из битв наций, которые мы помним, 10-ю, она же юбилейная, которая была в 2012 году, и кадры с которой мы, собственно, смотрим. Россия не участвовала по простой причине, руководство сборной посчитало это лишним для нас. Вот и все. Вот. Все на все, да, незачетная номинация. Но поскольку сейчас она в этом ролике присутствовала, я посчитал нужным о ней сказать. Так, ну чего, переходим к самому сладенькому. Венец всего ИСБ движения, всего, что было до
К чему шла битва наций все 10 лет? Это битва альянсов все на все. Она же битва Хоругвий. Э, Поскольку каждый альянс состоял вот из тех самых Хоругвий, заранее созданных, заранее поданных в заявках организаторам. Да, я, извиняюсь, отвлекаюсь на комментарии, хочу сейчас это ничего не упустить. Э, Кто-то скажет, что вот такое количество бойцов собирал торжок, что в России такие мероприятия были, вот там Выборг можно припомнить, какой-нибудь Дмитровский штурм, какие-то лохматые годы, когда еще такое количество бойцов собиралось из парней в кольчугах с тяжеленными каплями, ну, в общем, фактически это было ополчение из тех, кому не терпелось себя проявить в бою. Но сами понимаете, отличия есть, они кардинальны. Здесь, в этих 150 на 150 и в Выборгском замке совершенно разный контингент бойцов. Каждый из тех, кто сейчас вот на поле, каждый прошел техническую комиссию, историческую комиссию, аутентичную досмотр. Все, что на них надето, их защищает. Здесь к минимуму сведена вероятность какой-то случайной, глупой совершенно травмы. Здесь нет какой-то дикой рвани на людях, вплоть до того, что их кольчуги и бармицы, они не имеют зияющих дыр. Вот. И шлемы начищены, доспехи сверкают. И вот я понимаю, почему накануне этой битвы наций был особо ужесточен допуск доспехов. Вот ради этого зрелища оно того стоило. Здесь действительно цвет наций всех стран-участников. И, как видите, здесь уже есть ростовые щиты, они вернулись, да-да. Видим белорусские цвета. С той стороны тоже, по-моему, у голландцев особенно были оранжевые прекрасные щиты, которые очень живописно потом лежали на ресталище, когда бойцы пали. Ну, в общем, мы 150 на 150 смотрели в одном из моих стримов, и я бы еще 200 раз пересмотрела, потому что зрелище завораживающее. Если у вас есть номер журнала Medieval Sport, тот же самый 4, здесь подробно рассказано о впечатлениях бойцов, расстановке сил и прочем. Не поленитесь, откройте еще раз, прочитайте, переживите все эти эмоции, узнайте, кто же там сражался, под какими цветами, на какой стороне. Это все дико интересно. На мой взгляд, это то, вот, за что мы средневековый спорт любим. За то, что здесь есть не просто какие-то сухие цифры, факты, победители, вот там золотые медали ушли туда, эти парни сильнее всех. Нет, здесь есть вот этот момент союзов и действительно какого-то рыцарского духа, что ли. Это, ну, потрясающее зрелище. И вот вообще. Сейчас вернемся к теме рвов. Вот так это выглядело с квадрокоптера. Что у нас говорят правила 150 на 150. Для достижения максимального, вернее, для сведения к минимуму вероятности травм запрещены захваты за голову. Вот в этом очень важное отличие от других массовых номинаций. Также здесь в предварительной версии правил и проекте предварительном должны были быть, ресталище должно было быть ограждено, вот как вы говорили, рвами. Но настолько вот этот вот зрительский интерес и был велик, и зрители совершенно себя не берегли, подходили все ближе и ближе, что организаторам стало ясно, что рвами эту проблему не решить.
достаточно если вырыть достаточно большой ров, глубокий, это будет травмоопасно для бойцов. Если вырыть ров неглубокий, это будет травмоопасно для зрителей. Вот еще одна дилемма прошедшего чемпионата. Поэтому было решено, оставить на поле прошу прощения. Еще раз давайте взглянем. Было решено оставить на поле борты, по длинной части периметра вот этой, да, ну, по длине прямоугольника, в котором происходит сражение. Просто для того, чтобы обезопасить всех, кто смотрит и кто обслуживает проведение категории. А для ограничения по короткой части прямоугольника, было принято решение не выкапывать ров, а наоборот, сделать небольшие такие бугорки там из подручных материалов. Бревнышки, что-то там, если честно, ну, насколько я могу судить по отрывкам своей памяти и картинки сейчас, это просто небольшие бревнышки аккуратные. Вот. Выход за такую границу — это выбывание из боя. Если какой-то из сторон слишком сильно оттеснили туда, то победа очевидна. Рвы ограждения. Рвы и ограждения. Ну вот, давайте рассмотрим рвы как возможность оградить ресталище и исключить захват за борт. Такая возможность есть только для проведения в формате фестивалей, турниров, да? А что нам делать зимой, когда все мероприятия переходят под крышу? Там в этом резиновом покрытии ты подкоп не сделаешь. Вот тут вот техническая реализация, она пока что еще, ну, каждый раз вот какими-то экспериментами обрастает. Организаторы нащупывают удачные решения, отметают неудачные решения. И вот все вот так вот происходит. Спорт молодой, поэтому... И обратите внимание, что в боях 150 на 150 одну из ключевых ролей играет знамя каждой из хоругвий. Это, ну, невероятно захватывающее зрелище. И вот то, то, что вошли в обиход знамена, это нас наконец-то приблизило к тому, каким должен быть рыцарский спорт. Вот. Захват знамени, обрушение знамени — это все каким-то образом, там, не считая того, что подрывает моральный дух, но еще и оценивается. Вот. Как таковой борьбы за знамя нет, то есть нельзя взять, там, захватить знамя, отнести в свою какую-то базу, играть вот в эти вот танчики. Пока что такого пункта в правилах нет, но я думаю, что они будут совершенствоваться, и ценность знамени будет расти от чемпионата к чемпионату. Я, по крайней мере, в это верю. Вот. Потому что это классный наглядный момент, захватывающий дух. И то, что делает рыцарский спорт рыцарским. Вот. Ну, в общем, зрелище потрясающее. На этом мы обзор официальных категорий чемпионата мира битва наций и официальных категорий HMBA, чьим детищем этот чемпионат является, мы закончили. Вот, мы посмотрели с вами дуэльные категории, разные, все их жанры, виды, подвиды. Посмотрели командные, посмотрели групповые, массовые. И, ну, пару слов о неофициальных категориях, которые которые были, которые, возможно, еще будут, которые планируются. Это вот двойки, о которых мы говорили недавно, и тройки, которые, в принципе, достаточно популярны были до некоторого времени, и сейчас, возможно, они снова вернутся в обиход. Уже в формате песочницы для любительских команд.
В порыве боя можно ли следить за знаменем? Конечно. Там в доспехах у тебя чем хороши доспехи, они защищают тебя, как небольшой такой твой, а, я позволю себе воспользоваться выражением Антона Трубникова, как болид Формулы-1. В принципе, ты куда-то рулишь, ты давишь на педальку, бьешь алебардой, но по сторонам смотреть не помешало бы, и возможность такая и есть. На самом деле успеха в командных боях достигают те бойцы, которые способны к многозадачности. Они могут и держать соперника, и защищать товарища, и бить в этот момент ногой кого-то третьего, и еще крутить головой, отслеживая ситуацию на поле. Вот. Нам представитель канала, официального канала «Битва наций» немножко инсайда подкидывает, что на следующей битве наций, дай бог, чтобы она была, чтобы мы не попали в 10-летний карантин, планируется в официальном перечне номинаций категория «Полный латный доспех». Вы могли видеть ее, эту категорию, на Реконе, на 10-й битве наций, но в списке экспериментальных номинаций. Вот. Я, судя по этому сообщению, могу сказать, что теперь она заслужила свое право быть в официальном списке. Здорово. Про полный латный доспех это сфера, в которой я, к сожалению, практически не разбираюсь. Вроде бы то же самое, вроде бы тоже люди в доспехах, но это совсем другая техника нанесения ударов, совсем другие фехтовальные школы и даже церемониальность как жанр. То есть если в наших привычных боях ИСБ у нас бойцы сурово выходят подраться, уходят, и уезжают домой, то в номинации «Полный латный доспех» по бойству есть еще рыцари получают очки, ну, проще говоря, за артистизм. А напомните, пожалуйста, когда планируется саммит битвы наций к следующему году? Раз уж мы об этом заговорили. Да, друзья, нам повезло, что мы сейчас имеем возможность получить информацию из первых рук. Сейчас я позакрываю все лишнее, и потом мы просто посмотрим еще один ролик, просто для удовольствия. Надеюсь, что ничего не будет лагать. Ну вот, фактически можно сказать, официальная информация поступила о том, что саммит, посвященный битве наций 2021, планируется примерно за 6 месяцев от предполагаемой даты этого чемпионата. Очень круто. Так, ну, в общем, мы поговорили об официальных номинациях, о неофициальных номинациях, об экспериментальных, немножко про планы. Мы рассказали, пообщались на тему официальных каналов. И я обещала затронуть тему неофициальных каналов. Как вы знаете, у нас в последнее время, особенно в связи со сложившейся ситуацией, очень много появилось стримеров из движения, стримеров и просто спикеров. То есть стример — это человек, который ведет прямые трансляции, общается с публикой. Как назвать людей, которые выпускают уже готовые, оформленные, смонтированные ролики? Наверное, блогеры. К таковым относятся Сергей Уколов, Макс Юн, конечно же, комнатный рыцарь, ему честь и хвала. Я в последнее время все больше поражаюсь плодовитости этого блогера и его возможности
воздействие на аудиторию. У него все отлично получается, и работоспособность бешеная просто. Вася Гурков, ты молодец. Я тебе этого, наверное, давно не говорила. И что насчет, да, места проведения битвы наций 2021? Ну, вдруг? Хотя бы намекните. Очень уж любопытно. Диванный рыцарь. Это было бы хорошее название для канала. Да, Вятский квас, ребята из Нижнего Новгорода, из Кирова, представители команды «Медвежий 5». Ой, сейчас я, наверное, открою, будет дико фризить. А нет, я зарезу свою шайтан-машинку и просто посмотрю свои подписки. А диванных рыцарей, как Светлана Федорова метко выразилась, у нас действительно много. Хочется сказать, что первопроходцем в деле трансляций боев исторического средневекового боя был Антон Горбунов, он же Алатристы. Это именно он заронил, ну, в мою голову идею сделать свой канал, уже тематически посвященный только боям. Он мне помог с настройкой, я вот лишний раз отдаю ему дань уважения. Сергей Витальевич Уколов. На его канале очень много полезной информации. Это и смонтированные ролики, и стримы, где он рассказывает про свои ощущения от боев непосредственно. И много очень лекций различных по технике боя, массовых поединков. В общем, это кладезь реально информация для тех, кто хочет, не знает, с чего начать в историческом средневековом бою. Макс Юн завел канал недавно, обязательно подпишитесь. Это один из самых талантливых легковесов современности. Он рассказывает про свои секреты успеха. Есть старенький канал Medieval TV, он отличный был проект, он пока что не действующий, но записи на канале до сих пор будоражат воображение, можете заглянуть. Так, Силарен, Зеленогорск, это Павел Неудачин, автор и создатель канала. Есть кое-какие материалы по массовым боям из, так скажем, регионов. То есть там вы можете найти записи уральских каких-то чемпионатов. Тоже интересно. С его комментариями. Так. Вадим. Виктор Маркин, простите. Канал называется ВИМ. Канал немножко похож на то, что есть по содержанию на канал Юрия Спиридонова, но, то есть он как бы, Виктор старается посещать такие вот, ну, непопулярные, так скажем, мероприятия, куда просто Юрий Валентинович не доедет. Вот. А Виктор туда доезжает, и на его канале можно найти несколько уникальных записей с мероприятий, о которых вы и не слышали. Вятский квас сказали. Свой канал есть у клуба Нордбург, я вот на него подписана. Там есть записи трансляций Кубка Старого Таллина. Вот, называется он МТУ. Я не могу это произнести, извините. Это на эстонском. Вот, и канал Доблесть веков. Кстати, ну, посвященный, соответственно, Доблесть веков организации, которая является представителем HMBA в России. То есть тоже все, что там происходит, можно назвать официальной информацией. Все записи оттуда, они тоже там с крупнейших мероприятий, таких как Рекон и другие под эгидой этой организации. Фух, о чем я не сказала, так это о чемпионах в массовых категориях. Чемпионов поединщиков мы охватили, а вот, ну, давайте взглянем на результаты прошлого чемпионата мира, просто поностальгируем и лишний раз убедимся, кто же самый сильный. В 5 на 5 среди женщин первое место Россия.
Второе место Финляндия. Финская команда. Костяк ее состоит из бойцов клуба Киву Тарет. Очень мощный прорыв года, можно сказать. Крутейшая команда. Пободаемся еще с ними. Украинская команда заняла третье место. Несколько ослабленный состав ввиду перестановок в клубах. Ну, в общем, свои есть тоже перипетии в каждой национальной сборной, и это нормально. У мужчин первое место Россия-1, второе место Россия-3, и третье место заслужила команда из Великобритании. Первый ее состав, там интересная ситуация была на этапе плей-офф. Не будем сейчас даваться в подробности, просто пройдемся по верхам. 12/12 первое место заняла национальная сборная России, второе место Великобритания, что говорит о мощнейшем. Вообще вот 12/12 это, пожалуй, срез боевых мощностей национальной сборной отдельно взятый. И вот такой расклад. Третье место Беларусь. И в 30/30 первое место Россия, второе Украина, третье место Великобритания. Несмотря на то, что в 30/30 разрешены были легионеры, сейчас, извините, но, по-моему, тройка лидеров в этой категории, она составлена целиком из представителей национальной сборной. Так, вернемся. Да, напомнили мне про канал Игоря Парфентьева, Бугуртех, кажется, уникальный в своем роде контент, снятый от первого лица. То есть камера GoPro закреплена на бойце, и он нас вот радует этими. У меня просто среди подписок его не оказалось. Но, конечно же, следует о нем упомянуть. Канал Федерации, Французской Федерации, да. Вообще сейчас их настолько много, что я, конечно же, все не смогу охватить. Вот. Если вы готовы поделиться информацией, скидывайте, я попробую сейчас. Не понимаю, почему не могу одобрить ссылки в чате. Ну и у нас осталось буквально немножко на поболтать. На 5 минуточек сегодня доната не хватило, поэтому это будет чисто моя добровольная жертва. Уже... О, боже мой. Уже 3 часа идет стрим. Вот такой вот всеобъемлющий. И да, тяжеловато немножко, конечно. Но если у вас остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, вам было сегодня все максимально понятно. Надеюсь, в первую очередь, что было понятно людям не из движения, тем, кто только-только узнает о наших вот этих вот боях. Я еще раз напомню, что вы на канале Sword Effect. Здесь мы смотрим рыцарские бои. Рыцарские бои как спорт, а не как сводка о исторических сражениях. Мы уже почти что завоевали весь мир, осталось всего немножко. Более 40 стран втянулись в это прекрасный этот вариант времяпрепровождения с друзьями на свежем воздухе, облаченными в железо и с оружием в руках. Давайте просто, как я обещала, посмотрим еще один красивый промо-ролик как раз с канала Битва наций. Немножко я отниму хлеб у канала, просто за тем, чтобы раззадорить ваш интерес. Таких роликов на канале очень много. Они не фризят, в отличие от моей трансляции. Поэтому заходите, смотрите, проникайтесь. Да, и мы частенько играем в Elder Scrolls Online. Это такой вот срез всего, всего того многого, что было на
битве наций 2019 года в прошлом году. Почти ровно год прошел вот с этих вот событий. Наша сборная в белоснежных наладниках. Китайская сборная. Это сербы. Это зрители. А это у меня трансляция лагает. Засмотреться можно. Почему я сегодня еще раз акцентирую на том, почему я так много сделала отсылок к различным официальным каналам, потому что материал, который там есть, он действительно хорош. И если вы хотите проникнуться спортом, мало слушать там какую-то одну точку зрения, например, мою, да, непременно нужно самим полазить, поискать, посмотреть, что вам лично будет интересно во всем многообразии нашего увлечения. И тот, кто ищет, тот обрящет, так скажем. Кто-то любит алебарды, кто-то любит клинки, кто-то любит высокую техничность, позиции, воссоздание фехтбухов. Кто-то любит командный дух, там, чувство локтя. Кому-то вот не терпелось с товарищем выйти подраться, но так, чтобы за это еще не получить, так скажем, санкции от государства. В общем, присоединяйтесь к нашему движению, интересуйтесь, смотрите интересных, ищите для себя интересных стримеров, интересные каналы. Вот. А главное, да, то, что мы делаем там, на ресталище, позволяет нам оставаться друзьями вне его. Чем сильнее ты ударишь, стукнешь товарища железкой по голове во время боя, тем крепче ваша дружба за пределами ресталища. И, конечно же, как говорит Серега, непременно приходите и пробуйте это все в специально отведенных местах, тренировочных залах под руководством опытных тренеров. Если у вас остались вопросы, задавайте в личных сообщениях, обязательно отвечу. Сейчас 3 часа все-таки сказываются, я что-то устала. Вот, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что вы были со мной, несмотря на то, что не заработал контакт. Вот, не болейте. До новых встреч.